Так, всем приветик. Сегодня у нас анонсик. Сегодня у нас хороший вечерочек. И я как-то много говорю в уменьшительно-ласкательных слов. Сегодня смотрим обновление Горнила. Сейчас пока что ждем начала трансляции. Трансляцию будет на Твиче. Будем смотреть Твич. Вот, дропсы на Твиче. Переходим на Twitch. Смотрим там. Кто там на Ютубе. И я не знаю, может быть, придется удалить стрим с Ютуба. А может и нет. Не знаю, посмотрим. А что у меня все хорошо, если вдруг вам интересно. Я пургу качнула, в смысле не пургу, а достижение качнула до 28. Вот, у меня есть тотемчик. У меня есть тотемчик. Не целый, но тотемчик. Первый мой тотемчик. У меня не было никогда. Я прошлую лигу профукала. А в эту лигу постаралась, посидела. Вот сегодня доделывала 28-е достижение. Теперь у меня есть костюмчик. А если посидите на Твиче, будут еще и крылышки. Вот. Можно пока сгонять, грохнуть Катарину. Я доделала синдикат. И у меня осталась Катарина, только не грохнутая. Поэтому пойдемте грохнем Катарину. У нас еще полчаса, 34 минуты. 34 минуты до старта стрима. Поэтому сидим, включаем Ванга мод. Предполагаем, сидим, что там сегодня будет. Ну, только предполагаем, больше ничего мы делать не можем. А потом переходим на Twitch Pass of Exile. Вот. На их канал будем смотреть. 100% перевод один к одному не гарантирую, но, возможно, что-то переведется. Так, пойдемте пока Катарину грохнем. У нас еще целых 35 минут. 33 даже уже. Сегодня я Катарину грохнула, не знаю, раз 5, наверное. Нестандартное для меня время стрима, поэтому я немножечко уже под это позевываю. Ой. Преследуйте Катарину, окей. Жужу, привет! Привет, Жужу! У нас сегодня обнова в пое. Анонс обновления. Поэтому я сегодня вечером сижу. Будем смотреть анонс обновления там. Обещают там. Горнила нам завезут. Крусибл. Крусибл завезут. А ты чего как поздно делаешь? Как дела? Время спать. А тут Жужу. Так, вот здесь вот ставим портал, потому что я знаю, я сдохну. Рыбу ловлю. Господи. А ты как... Подожди. Главный вопрос. Когда ты ее не ловишь? Вот определяй. Главный вопрос. Дела норм? Это хорошо. Какие моменты ты не ловишь рыбу? Как не спросишь, ты рыбу ловишь. Ой, не того. Норм. Хорошо, что норм. Норм это неплохо, это норм. Это хорошо, что норм. Давай, ломайся. Норм отдых не то, что прыгать, фармить. Вот и правильно, да. А ты в БДО играешь или нет? Или ты чисто только рыбалка? Так, кого тут? Где тут?
Ай, блин, пропустила. Во. А! Нет, не то. А, вот эту, господи, ты отвлеклась, забыла, что нужно грохнуть гвардов. Скажу, плюшки собираю на пару часиков и охоту качаю. Что там сейчас топ фарм это охота? А в когда-то, в те времена, в ВДО, топовым заработком была торговля. А, я таки думала. Я таки думала. Один раз я просто регулярно обязательно сдыкаю на Катарине. Один раз точно, обязательно. Просто must have. Ай. Ай. Норм. Все, я ее грохнула. Новых перцев уже покачал, которые вышли. Там Уса и сестрица ее. Так, что-то выдали. Пойдемте смотреть, что там еще есть интересного. А я тут, видишь, в пои играю. Пока что меня пои не отпустила. Пока что интересно. Пока что прикольно. Сегодня обнова. Не обнова, это анонс обновы. Все сидят в ожидании. В ожидании. Улучшить качество флакона 24. А, во, смотри-ка. Он только... Ну, пусть будет длиться дольше, я не знаю. Это вообще сейчас вообще так не важно, этот флакончик. Мне просто другой флакончик уже 26 качества. Его бы дальше улучшать, а пока что не попадается. Мегу или как? Качнул, поиграл, эффект у нее все рыжие. Ну так лиса вроде бы. Она ж типа лисичка, нет? Девятихвостая. Ты что-то имеешь против рыжих? Жужу. Так, все. Валим из седова. Кривая трансляция. Так. 15 хаосов. 25 хаосов. О, это можно еще и открыть. Кто-то у тебя в дис тусит. У меня сидит народ, который... Ты видишь кого-то, кто у меня в дискорде тусит? Ты, по идее, не должен. У меня там закрытый это уголок поешеров. А почему ты это видишь? А, ты, наверное, у меня этот давно находящийся, как этот долгожитель, тебе можно. Ждем обнову, обсуждаем. Все нормально. Так, что тут еще можно?
Давайте вот это вот. Этого у меня еще нет. Ну так-то оно вообще никому не надо. Ну да ладно. Ну и ты мои уведомления видишь. Нет. Ты меня отслеживаешь? Меня? У меня? Ты с кем разговариваешь? Ты со мной? Ты мне? А, господи. Я тут... Чего? Стримеров развелось. Ой-ой-ой. Так. Вырасти. Это, подала пример, так сказать, плохой. Все стримят теперь. Я твои уведомления не вижу. Потому что я у тебя, по-моему, в Дискорде не нахожусь. Они вот эти такие крутые все стримят сразу же через процесс. Это очень катушка. Да, Что? Бот показывает. ВС, нужен ВС. Ну да. Я сегодня делала объявление для всех, поэтому все видели. Ну, то есть все видят, что там происходит. Нет, просто Да, стрим хреново идет. тот, который... А, да, у тебя отмечено давно тут, все понятно. Мне просто уголок поэшеров закрыт отдельно в Дискорде, чтобы народ, который не играет в пое, ну, то есть, который поешники, чтобы спокойно сидели и их никто не трогал. А ты у нас в разделе давно тут, у тебя роль давно тут, поэтому ты все видишь. Я, по-моему, вышла. Или просто не заходила, не знаю. Мне там не так уж и много серверов, на которых я сижу. Сейчас куча всех всяких чатов. Инстаграм. Кстати, подписывайся на мой инстаграм. Я в инстаграме сижу, в телеграме сижу, в дискорде у меня просто, ну, на часик там поиграть в пое просто захожу. Ну вот и все. Ну, сейчас очень много всяких чатов, везде создают, и везде все не успеешь. Поэтому как-то так. Что сделал? Поэтому я, наверное, не заходила. Можно выбирать. Так. А у меня просто я вот зашел в настройки. Прямая трансляция. У меня просто на чем? Ой. Так. Что у нас? У нас осталось 23 минуты. То есть оно 30. Давайте на карту, что ли, сходим. Я не знаю, просто у нас есть 23 минуты. Для нас любимых. Потом будет уже этот анонс. Я думаю, они пораньше начнут. Как начнут, переключимся на стрим Pass of Exile. Пока что сидим, балдеем. Рассматриваем мою пургу, которая у меня, ну, так себе костюмчик где-то. Даже не успеваю, WhatsApp, вайберы. Был кнопочный телефон, лафа была. Когда был кнопочный телефон, хотелось... у меня, кстати, был кнопочный телефон. У тебя вот какой там? Со всякими мелодиями были, да? У меня был отстойный кнопочный телефон. Мобильный. Поэтому мне всегда хотелось там со всякими... Кстати, помнишь, да? Когда были, они только появились, там всякие мелодии мы заказывали, платили за мелодии сначала, потом можно было мелодии ставить на звонок, то есть это была новинка, а потом уже, сейчас уже просто 100% у всех стоит стандартная. У меня вообще так вообще на вибро стоит. Звук отключен, Siemens A35 топовый. Подожди, пойдем гуглить, что за Siemens A35. Siemens A35. Ты даже помнишь? У меня какая-то Моторола была. А35. Сейчас включу. Вот такой вот. Слушай, по-моему, что-то такое тоже было. Был, короче, такой же у родителей, когда вот только-только появились. Мы еще жили не в Москве, а они привезли вот такие вот подобные. Только там еще такая крышечка была сверху на клавиатуре такая
открываешь такую крышечку, там печатаешь, закрываешь крышечку, а экранчик видно, то есть экранчик видно, так открываешь крышечку и закрываешь. И вот это вот зелененький экран, да-да-да, то же самое было. И всем так интересно было. Это перед тем, как мы переехали в Подмосковье, перед тем, как мы уехали. А потом был Моторола. Я не помню, какая там Моторола, тоже так похожая была, кнопочная. Я думаю, подобные у всех были. А потом уже какие-то там появились, я не помню. У меня сразу коммуникатор, по-моему, появился со стилусом. Вот я с ним очень долго ходила. Мне так нравился, а потом только смартфон. Nokia 3310. Nokia 3310. А, ну такой, наверное, у всех есть. Был. Ну, кроме меня. Нет. Я такой... А сколько они раньше стоили, это капец. Эх, я чай весь выпила. Вспоминаем, так сказать, молодость. Ты сейчас там покупаешь там за 2-3 тысячи мобилку, и он уже у тебя смартфон, не кнопочный смартфон. Там есть игры, там есть звонилка, там есть все что угодно. И он стоит вообще, ну ладно, не 2-3 тысячи. Я смотрела, по-моему, самый дешевый 5 что ли тысяч, что ли 4. И он у тебя уже смартфон. С играми, со всем этим. А раньше просто дикие цены были. Почему все в чатике Pass of Exile пишут логин? Игра работает. Алло. Эмоции на Твиче. Говорят, какие-то эмоции на Твиче. Жу, переходи на Twitch. Получай дропсы за Pass of Exile. Ты, кстати, в Pass of Exile играл? Не играл? Зря. Зря. Классная игра. Я вот залипла я немножечко. Есть настройки бета. Правило чата Pass of Exile на Твиче. Don't spam, не спамить. Don't be an egg. Не будь яйцом. Я не знаю, почему яйцом. Don't corrupt your items without first praising кудуку. Не оскверняйте предметы без предварительно помолившись кудуку. Без молитвы кудуку. Прикольно. Я, кстати, ни разу, по-моему, к ним не заходила еще. Жужу. Берешь, качаешь. И получаешь вот такую вот игру. Качаешь персонажа. Становится весело. Сложно, но весело. Ты в Диаблу 3 играл? В 3 Диаблу играл? Вот почти то же самое. Только лучше. Да господи. А ты тоже только по фэнтези, да, как и я? Все по фэнтези, по фэнтези. 16 минут осталось до анонса, до стрима. Так, давайте уже этот сразу уже включим. Типа. Катан возникает, говорит, что ему пора есть. Вот. Чатик летит. Чатик летит. Осталось 15 минут. Я уже перехожу. Куча. Я думаю, у всех, наверное, вот столько вот открытых вкладок, что заходишь, короче, Chrome, запускаешь Chrome, и просто у тебя комп виснет.
10 лет не был. Вот, вот, вот. Нет. Ты не голодный. Капа-капа. Ура! У меня есть живые люди на Твиче. Так, а все зафоловились? А? Все зафоловились на Твиче? Так. По привычке ткнула. О, вот, другое дело. Спасибо за фолл. Я просто создала новый, короче, этот канал. Пришлось создать. У меня проблема была с тем каналом. Мне не могли сбросить телефон. Мне, короче, не могли ничего сбросить. Короче, целая проблема с этим, со старым каналом. Там у меня есть фолловеры, но я, короче, сделала новый. Все равно мне на Твиче почти никто не смотрит. Так что буду новеньких. Нет, теперь уже смотрят. Теперь у меня уже тут целых 15 фолловеров. Спасибо, Жужу. Было 14. Пополнил ряды. Так, осталось 13 минут. 13:38, 37 секунд, 36. Я надеюсь, они запустят раньше, потому что тут, если открыть чат, просто летит. Все в ожидании. В ожидании того, чем мы будем заниматься в ближайшие 3 месяца. 3 месяца лига идет. Слышишь? 3 месяца лига идет. 3 месяца. Вот. Это какая-то длинная была. Мы играли в нее декабрь, январь, февраль, март. 4 месяца, даже больше. Но это как-то затянули, прям очень долго, говорят. В декабре? Ну, декабрь, январь, февраль, март. И еще немножко апреля. Больше 4 месяцев. О. Это страдающий кот. Я просто помню, как писали. Чё? Вы не видите, но вон там вот сидит, короче, катан. О, видно его, видно, вот он. Вон там он, вон он. Сидит. Сидит там, чудовище. Подожди, сейчас. Подожди. Не сюда, там ноги. О, катан. Наклон. А наклон есть? Нет, наклон не работает. Увеличение он будет посередине. Нет, ты можешь двигать камеру. Я не могу двигать камеру. О! Сидит. Сидит там, Чешуха. Не, ну серьезно, чем еще заниматься 11 минут? Будем чесать кота. Нет, он пришел. Настройка видео. У меня теперь не работает. А, все работает. О, кит. Ну, а как без него? Без кота и жизнь не та. Да ну ёптель. Ёптель. Хейсер шот, привет. Хейсер шот. Привет тебе. Так. У нас кот выступает моральной поддержкой. На самом деле он тот еще дебафер. Так.
Это пес, а нет кит. А вот к тебе боты, кстати, не могу его замучить. Боты? Спамить. А, господи, ты фаер. Считаешь, что Захар, а ему... Можно пока сажать. Пока мы ждем целые 10 минут, можно пойти сходить в туалет, набрать чайку, кофейку, сожрать, взять эту шоколадку, печеньку, а может быть что-то покрепче. Хотя для покрепче еще рановато, обычно это в пятницу. Я пожую шоколадку пока. Сохранял, что ли? Ой, Не знаю, как я сейчас буду запускать новую лигу. Ну, в смысле, через неделю. Я так привыкла к моему поясу. Это просто читерная вещь вообще абсолютно. Так, у нас плюс 0,5 градусов. Держу в курсе. Спалила, где я живу. Но я думаю, в гости ко мне никто не приедет. Я очень на это надеюсь. Катан, тебе тут называют пес. Он против. Он против таких названий. И тем временем 57 тысяч зрителей. Все в нетерпении ждут. А, это она. На заднем плане такой зубой. Подождите, я кота накормлю. Я сейчас вернусь. Просто накормлю этого чудовища, которое сидит и страдает.
Кстати, кто пропустил, там в тизеры еще кое-что закинули. Там... Фаер, привет. Там еще закинули новый самоцвет. Говорят, новый самоцвет будет. В горниле. В горниле. Не то, как вы его это называете, в горниле. Плюс к ловкости. Свойство шанса подавления урона от чар также применяется к шансу избегания стихийных состояний в мере 50% от их значений. Вот. Короче, потихонечку тут добавляют, чтобы подогреть наш интерес. Мне сказали, он так себе, самоцветик. Но сам факт. Новый будет. Ну, картинка симпатичная. Что я могу сказать? Картинка симпатичная. Так, можно будет отпускать пойманных зверей через окно бестиария. Просто через крестик. Хорошая деф-механика. Да, ну насколько... Кому она там нужно будет, я не знаю. Так, перчим. Усиление эффекта охлаждения. Как раз для моей бурги. Усиление эффекта шока во время поглощения энергощита. Правда, у меня нету эффекта шока. Я ж не даю. Я не собираю, нет. Энергощит, это хорошо. Максимум маны, хорошо. Я, на самом деле, уже готова к новой лиге. Я уже готова играть. Я уже готова создавать, уже идти играть. Но пока что нет. Шелком там на Вита собирал в ДНС на 180 тысяч. Это что там у тебя за монстр-то? Слушай, я в декабре обновили мой комп, вышло 80. Правда, видюха была БУ. Так, с помощью масел можно будет намазать удар в сердце. И стопки хаоса будут собираться в 20. 20, а не 10. А то скидываешь 200 хаосов, то есть это еще не диван, но все еще хаосы. Кидаешь, короче, по 10 хаосов. Сколько там? 50, 50, 50. Дерево будет видно, какие масла нужны на скилл. Да. Я знаю, да, показывают. Придется подождать недельку. Да, кстати, я не буду эту неделю стримить и ворвусь прям сразу же в лигу, чтобы прям каждый день, ближайшие 3 дня, 3 дня, 3. Стримить пятница, суббота и воскресенье. Так что в пятницу запускается лига. Я не буду всю ночь, конечно, сидеть, но в пятницу я начну. Когда начнется лига, в субботу и воскресенье будем 3 дня стримить. Поэтому до обновы стримов не будет. Я буду отдыхать, накапливать энергию, дышать игровыми чакрами, чтобы у меня были силы на прохождение новой лиги для старта. Так что ночь задрота будет. Да. Ночь задрота. Так что буду колдовать себе. Буду отдыхать, медитировать, открывать новые чакры, эти игровые, пополнять их. Короче, чтобы выдержать вот эти вот 3 дня старта лиги. Ну реально, это прям целая подготовка, блин. Не знаю, что там будет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Осталась минутка. Посмотрим, что там будет. Надо будет поставить сразу наготовить, пожрать. Всем сказать, что меня нет. Будем с мужем вдвоем сидеть. Задротить. Ну что, время пришло. Чатик просто в шоке. 87 тысяч человек. Ой, не то. 87 тысяч человек. 90 тысяч человек. 91 тысяча человек. И мы в том числе. А еще сколько человек сидит точно так же на других стримах. Это мало еще.
Я говорю еще, сколько человек сидит на других стримах. Вот точно так же, как и вы у меня. Но большое дополнение было 220. Я думаю, что будет, когда будут анонсировать PoE2. Там будет просто разрыв. Разрыв чата. 220к это очень много. Мне интересно, какие площадки 220 тысяч выдержит человек. О, здорово! Да, пожалуйста. Вот можно на субтитры включить? Да, должны были включиться дропсы. Лысый из Блига, да. Exile Con с 29 июля по... Чего? А, с 28 июля. ПДТ. 3 ПМ 28 июля. Так, трейлер. Трейлер Горнила. Лига Горнила. Improvements Endgame. В конце... Короче, Endgame поменяет там что-то. Так, пассив 3, мастерим. Improvements как переводится? Ассендеты класс. Так, классы изменят. Новые вал-скиллы. Новые уникальные итемы, безжалостные какие-то изменения, босс горниловский, вопросы, ответы, и только потом патч-ноуты сразу же поставят. Изменения безжалостные, да. Ты можешь не переводить? В смысле? Ну ты английский знаешь, но не все английский знают. Все, что могу, перевожу. А это мы, кстати, видели. Мы будем крафтить 100%. А что? Во, по качеству что-то УГ было. О, пассив скилл 3, специально для горнила, для оружия. Смотрите-ка. Это будет что-то типа данжа или что? Непонятно. Но очень интересно. Новое дерево. Еще одно дерево. Ну, видишь, для каждого оружия. А непонятно, оно... Бездна, реворк бездны. Разлом реворк. Новые ноды. Реворк, Pathfinder, это что? Саботер, реворк. 7 апреля. Следопыта. 7 апреля. In Path of Exile Crucible, you'll learn about an ancient race of titans who once shaped the primordial surface of Rayclust. In this league, you will earn the ability to forge their power onto your weapons. Хлюп, я бы сказала. Слюнки сразу. Новенькое, что-то новенькое. Так. These crucible trees can have quite an impact on your character build. For example, in addition to the regular mods on this bow, its crucible tree grants additional physical damage, physical to chaos conversion, a master deflection notable passive, improved grace effect, and level 10 lesser multiple projectiles. While this is certainly a decent tree to get, it's not even the maximum depth and could be even more optimized for your build. In order to forge these powerful trees onto your weapons, you'll need to complete crucible encounters. There's one in each area. Each encounter takes place at a crucible forge. As you approach the forge, you'll have the choice of which of your equipped weapons you want to focus on.
This can include ones on your alternate weapon Так, swap if you want to подходишь, improve one выбираешь. you're not currently using. After selecting a weapon, you channel it at the Crucible Forge to spawn monsters. Это The что-то longer you типа channel for, the more алтарей, что dangerous ли? and rewarding the encounter becomes. А, As you spawn additional выбираешь monsters, they combine together to сложность, create larger and more fearsome foes that grant убиваешь even more мобов. experience for your Crucible passive tree. Я правильно понимаю? Being able to ramp up the difficulty of the encounters is a double-edged sword. While it gives you the opportunity to make rapid progress on your Crucible weapon crafting projects, it comes with significant risk to your character. It's easy to accidentally overwhelm yourself and make an encounter that is too dangerous. Channel carefully and adapt to what your character is capable of. When you first find a weapon, it doesn't have a Crucible tree unlocked. Channeling that weapon at Crucible encounters will unlock and reveal its tree, as well as allocating the first skill. You can only allocate one skill at each tree depth, so you'll need to decide which path through the tree is best for your build. Короче, As you под get deeper свой into a билд tree, more and делайте. more experience is required Как to вам unlock удобно. skills. The final depths can take quite an investment and can only be found Все будет rarely on in-game отслеживаться. items, but Все also have some of the понятно. most Сколько powerful опыта до properties. следующего скилла? For example, this wand has 2 depth 5 skills to choose from. One of them allows all damage from your Freezing Pulse and Eye of Winter skills to poison, and the other allows various brands to be attached to your Summoned Reaper. There are many such modifiers to skills that will enable very interesting build combinations. In Ясно, addition to all понятно. types of weapons, shields can also be empowered with their own Crucible trees. Here's a relatively simple low-level example. It gets a bit crazier as you approach the endgame. Speaking of the endgame, in endgame Crucible encounters, you'll occasionally find igneous geodes, currency items that can be cracked open to reveal Какой-то a там primeval remnant. жода какая-то. This is a map-like item that grants access to the Итемка. Forge of the Titans, the culmination of your Crucible journey. These primeval remnants always generate as rare items. Half of their mods are upsides and half are downsides. The upsides generally increase the rewards of the area or add special crafting options. For example, causing monsters to drop divination cards or magmatic Блин, я не ore, успеваю a form вслух of это tradable проговаривать, то, что он itemized там Crucible говорит. tree experience. The downsides are quite punitive compared to most in-game maps. Ideally, you want to find a primeval remnant that is really rewarding upsides alongside downsides you can handle. If you don't think you'll survive a visit to the Forge of the Titans, trade the remnant away to someone else and gamble on Короче, cracking так open понимаю, another geode. специально отдельная карта. If you survive and manage to reach the end of the Если area, вы you'll find the выживете, aforementioned forge, which allows you to merge найдете... Crucible trees on 2 items together. Чего? The way this process works is that you provide 2 items of the same class. Так. For example, a pair of bows, a pair of shields, or a pair of one-hand axes. One of these items will be melted down and applied to the other, which will keep its regular properties. Their Crucible trees will be merged together in an Для того, unpredictable чтобы way, улучшить taking одну elements of each пушку, one. нужно This is a little сломать reminiscent of how другую. recombinators applied to item mods, Их taking parts of each можно Crucible tree and merging комбинировать? them together, Я as правильно well as поняла? randomly upgrading, downgrading, or mutating skills on the resultant tree. Допустим, у тебя были две шмотки While this process can разные, create some и really между powerful ними trees можно if you get skills you скомбинировать wanted from какой-то both там items. It can супер also шмотку. completely wreck your precious trees. So Смотрите, take care сколько choosing много which you стало. risk combining. И они разные. Also, like recombinators, there are ways to manipulate the Ну, system to improve ну, your а odds at потом getting можно certain скрестить outcomes. их. For Смотри. example, any skills that have Нет? been allocated are more likely to show up in the resultant Crucible tree. By Или... default, you can only add Crucible trees Ну to вот, non-unique да. items. Видишь? But it's possible to get Про a что mod я и on the Forge of говорю. the Titans Вот, map видишь, и that на allows you каждой, to на imbue каждой a есть, unique короче, item with a Crucible tree, which вот, can then be leveled up такая via ветка там regular Crucible проапгрейжена, на encounters. каждой To показывает. combine Crucible trees on unique items Прикольно. together, you'll want to find a crystalline geode and crack it open to reveal the secret higher-level Кристаллическая version of the жода. Forge of the Titans. I probably shouldn't say too much about it, but it will let you do some interesting things with Crucible trees. There's an important thing to note about Crucible Видишь, trees вот on здесь. unique А вот weapons. здесь вот In так. addition to being much harder to unlock, there's a special rule about how they can be combined. A unique weapon must be combined with another copy of the same Да, unique weapon to merge уникальный, their trees да. together. Because this И что destroys one получится, да, copy, видели, да, getting там a good Crucible tree одна on a unique чуть-чуть, weapon makes it второе insanely valuable. чуть-чуть It may побольше. also raise the trade value of А all что в unique итоге? weapons by quite a Пусто? lot, as Или players что? sacrifice them trying to create perfect Crucible trees. Occasionally, you'll find a Crucible А, passive skill слушай, tree там with a special получилось skill 3 that ветки. indicates that the item will sell to vendors for a specific item in addition to its regular sale price. These vendor skills usually occur relatively Вот. deeply in the tree, so take some effort to allocate, but usually don't block skill choices you'd make when leveling the Item items for sells use. for an additional The divine presence orb. of these skills presents you with an interesting choice about whether you want to Да, use the item or три sell it to a пустые. vendor, and whether you want to spend your Crucible experience either revealing new trees to hunt for good skills, leveling up items to use, or leveling up items to sell.
Crucible also features its own unique items you can earn. Это For новая example, El Abin's шмотка. Visage, a unique helmet, is special in that it's the only Can armor have piece a other Crucible than passive shields that skill can 3. receive То есть Crucible там passive должно быть skill похоже trees. написано на Wearing it allows you to шмотке, double down on certain что properties that are есть only available through these дерево trees. пассивное There are several other для unique items горнила. exclusive to Видишь, Crucible внизу for you to написано. discover in this league. Crucible is a dual combat crafting league with a focus on encounter Я говорю, difficulty scaling and крафтолига, deep weapon блин. customization with a power level that Будем we've never крафтить. seen before. Without a doubt, some of Path of Exile's most powerful weapons will be forged in Crucible. We can't wait to see what you manage to create. Like all recent Path of Exile expansions, у которого есть дерево Crucible includes a пассивок. lot of Ну changes подожди, with the goal of improving Path of Exile's endgame. то, что он до One area we этого wanted to показывал. address was mobility on the Atlas passive tree. Often you'll find yourself Так in a только situation оружие where you want to ищет. specialize in Я leagues поняла, that are on да. entirely different sides of the Atlas tree. Or maybe you want to focus on the type of altar that isn't near the leagues you have picked. To solve this, Path of Exile Crucible introduces Atlas Gateways. These are nodes that you can allocate on the Atlas tree that allow instant travel between two locations. There are 3 pairs of gateways, each allowing travel from the left side of the tree to the Это right side, or новые, vice что ли, versa. появятся? Each end of the gateway consumes 1 Atlas skill point to allocate, but will potentially save you large amounts of travel points. Смотри-ка, можно не сначала начинать, да? Видели? In this expansion, we're targeting a couple of endgame leagues that have fallen behind other leagues on the Atlas tree. Let's start with Breach. In the live version of Path Breach, of это Exile, there are разлом. 5 tiers of Breachstone. In Path of Exile О. Crucible, we're raising the area levels of Breachstones to На- a much higher baseline level. 81 for elemental ones, 82 for physical, and 83 for chaos. Now that the regular Breachstones are much higher level, we have retired charged, enriched, and pure Breachstones. They will be converted to regular ones. We have also changed Ничего how не поняла flawless по Breachstones поводу. are acquired. Previously, you could only get them from Maven invitations, but we prefer access to the hardest Breach content to actually come from playing Breach. Now there are 2 ways to get flawless Breachstones, through Blessings, which are now rarer as a result, and through a skill on the Atlas tree. We've also improved the pacing of Breach encounters. Previously, Breaches felt pretty good early on, but quickly tapered off in density to the point where you wanted to Про abandon разломы the не Breach поняла. because it just felt like not enough monsters were spawning. Our changes now keep Breaches feeling dense throughout, leaning more on the side of it feeling overwhelming towards the end of the Breach. We have also reduced the duration of Breaches so there is constant monster pressure and you can get on with your mapping sooner. There are a whole bunch of other Breach changes that you can read about in the patch notes, such as changes to the Betrayal Research Safe House, Breach Scarabs, Breach Stones from Kirik missions, the Breach Harvest crafting option, the Fragment Stash tab, Divination cards, Breach unique items, Atlas passives, and so on. We're also revamping Abyss Перечислил in a только что similar way. итемы, которые дают разломы. Abyssal Depths now Там always еще что-то contain an добавилось Abyssal или что? Lich. Previously, the prevailing gameplay was to check the loading screen art of an А, Abyssal Depths to see if it побыстрее, contained a это Lich, хорошо. and bail out if it didn't. Now, the depths always contain a Lich, removing the need for this step. Это While в the этой rate в of бездне, что encountering ли? Abyssal Liches is unchanged, Abyssal Depths are rarer than before. However, Abysses now have a chance to spawn a Stygian Spire in place of their reward chest, which will drop all of the jewels and other items you'd normally receive, as well as a Stygian Vice. Я In так поняла, addition, you're теперь сундук guaranteed надо to always разбивать, get a или 4-hole что? Abyss alongside your Abyssal Depths. Или это с Previously, босса Abyssal упало Depths там? could only spawn immediately after a single Abyssal hole, which prevented you from getting full value from the Abyss. The Lightless Legion notable passive has been replaced with a new skill which grants Stygian Spires in your maps drop items with +1 to item level. Ну, я смотрю, он This там is что-то intended побил to и allow просто players to continue вывалилось. to be able А, to ну obtain хорошо. item level 86 Stygian Vices and other base types as a reward for specializing in Abyss. The small passives leading up to this notable passive have also been replaced. Да, я говорю, там то ли он We've done a сундук balanced разбил, pass то on ли Abyssal босса Lich убил. encounters to make them Там more дроп appropriately выпал. difficult relative to the current standard of endgame encounters. Abyss uniques have had some balance attention also, and the details are in the patch notes. Overall, these changes should ensure you can play a wider variety of leagues in the endgame, both through being able to access them more easily and because Breach and Abyss now feel far more modern and competitive with other popular league content. Короче, он A big непопулярный goal of the контент, Crucible поэтому expansion is to provide a lot of new сделали, ways to ну, build немножко characters and to упростили, я breathe new так life поняла. into older builds. To achieve this, we're О, doing 2 здорово. things. Firstly, we've created many more interesting options for one of Path of Exile's core build systems, the passive skill tree, by overhauling many of its masteries. Secondly, we have revamped 2 specific ascendancy classes. As we reviewed the masteries on Path of Exile's passive skill tree, we realized that a lot of the choices were rather bland and could be a lot more Привет, Вайлз. exciting. We went А through мы the тут masteries давно one by one смотрим and на tried to come плей. up with as many interesting stats as we could, ignoring what was currently there.
Once we had a short list of high-quality stats, we added in the existing ones that used to be on each mastery and picked the 6 best. All of the leftover ones have been saved for later or used in places like unique items. This process was performed on approximately half of the masteries on the tree, initially targeting the ones that needed the attention the most. Previously, some masteries only had 4 options, so we've tried to increase as many as possible to 6 options. We've also added a couple of new mastery types that we felt were missing. Let's look at an example. The life Нужно mastery меньше, choices. чтобы You can see получить some of the interesting new мастере. options, such Нужно as the меньше, ability да, to manipulate your завязать. low life and full life Типа, thresholds, что... which Или allows you наоборот to more больше. effectively Я use the пропустила. damage while on full Долго life он support болтать gen будет? in Да, many unique это items. анонс Getting a обновы. large increase to maximum life when you have no life on Пытаемся your body вычленить armor что-то not only понятное. works really well with a whole lot Как of все это unique будет items, выглядеть. but also opens up new prefix composition options for rare body armors. Here you can see the armor and energy shield mastery has more options available than Выбрать before. мастере будет... The other thing we Да, я focused же on with говорю, this one там is tying похоже... the mechanics together better. Instead of some being about armor and some Надо being было about energy 6, shield, там we've tried типа to make sure как-то, each ну, really emphasizes короче, having both много armor and протыкать. energy shield. А теперь нужно меньше протыкать до того, чтобы добраться до мастера. То есть раньше было, надо было весь мод протыкать, ну или половину. Сейчас я так понимаю, что меньше, да? The spell suppression mastery also has many interesting options. Your chance to suppress spell damage becoming lucky is extremely useful before you've optimized your gear and haven't reached 100% yet. The third option rewards you for stacking more than 100% spell suppression, which previously had few benefits. Now it's something you can plan your itemization around. While looking at masteries, we noted that there were some mechanics that didn't have enough passive tree support, so we decided to add some more options and passive skill choices for those mechanics. We also wanted to grant more access to certain types of masteries and specific parts of the passive skill tree. For example, либо сразу же перепрыг, блин, не видно. Либо перепрыгиваешь и сразу же появляешься на другой стороне. Во, блин. So we've added some new passive skill clusters. Note that there is now a new mastery called Recovery. We've also added more capacity for investment in certain mechanics that we felt could be improved, such as link skills, stun mitigation, and marks. These mastery improvements and passive tree changes are just some of the ones introduced in Path of Exile Crucible. We look forward to your feedback on the rest when you check out the passive skill tree next week. While going through Я так поняла, что что-то еще переделывали, да? The Saboteur and the Чего я Pathfinder. в Атласе? Both Не have been знаю. significantly changed in Path of Exile Crucible. These changes reinforce their respective Так, это identities классы while adding some new переделывают. options to build around. The Improvements. Saboteur is definitely the ascendancy class most aligned with traps and mines. But the old Александр, version of the привет. Saboteur made it difficult to play anything but traps or mines. The new version has more builds available, including a whole new specialization, triggers. There are 2 notable passives that help with this. Like Clockwork grants you the increased cooldown recovery rate stat, which is a pretty Так, rare это one. кто? Саботер. This is great for Саботер triggered это кто? spells, as it Саботер indirectly это increases their damage. саботер. This Переделывали. notable also makes your enemies Переделали have longer немного. cooldowns, which can be Лишь useful бы in не certain boss тронули fights, мою for парку. example, causing the Maven's memory game to occur less often. The Perfect Crime notable passive summons 2 trigger bots, which Мы override the смотрим location of where a обнову triggered Path spell of is being Exile. cast, and instead causes it to Анонс trigger обновы. twice, once from each of their locations. Выйдет через неделю. The layout for the Saboteur's Trap and Mine ascendancy passives has changed, so that there aren't separate 4-pointers for traps Поменяли and там mines. Now какие-то each one has a 2-pointer that is connected to the same пассивки. shared 4-pointer. Зачем тебе такой проц, Александр? We have also completely reworked Bomb Specialist to be specifically tied to area damage, so it's a slightly more general skill. Ты все меняешь It both кампы, gives you some меняешь, area если damage поменять as не well as можешь, some бедный. defense against incoming area damage against you. The Pathfinder has been overdue for some attention, especially with recent features such as concoction skills that she could get the ability to specialize in. We also wanted the Flask-themed Ascendancy to have a proactive way of improving life flask usage. Они, кстати, тоже Master 12400. Distiller allows you to turn most of your skills into concoction-like Так, effects. это у... Как ее? Master Surgeon now effectively gives all of your life flasks the enduring effect, previously only found Дама. on mana flasks. Finally, Следопыт. both of the major flask-themed branches now have some form of flask charge recovery. Алкашка. There are other improvements to the Pathfinder Ascendancy, such as Nature's Reprisal, now interacting with Wither to improve all forms of your chaos damage, rather than just attack forms of it. Check out the full Алкашку details in the переделали. patch notes that will be Рада, posted довольно after the процент. live Все работает, ничего не лагает, все прекрасно идет. У нас все Path of прекрасно. Exile Crucible introduces 9 new Val skills. Last expansion, there was an emphasis Ведьму on не melee тронули. Val skills. С In пругой все Crucible, нормально we're будет, making да? sure that many other types of builds get new Можно skills на to это build around. надеяться.
Val skills let us Новые introduce quite powerful вал effects that we скиллы. couldn't normally give to a regular skill that can be used constantly. They also implicitly act as a buff Да, to the после underlying skill. обновы выкатят патчноуты. Val Absolution upgrades one of your Но они Sentinels of говорили, что они Absolution into an выдадут не всю apparition of инфу. innocence. You can only have one apparition at once, but just check out these massive AoE skills it uses. Я не знаю, что это за скилл. Это что за скилл? Val Arctic Armor instantly encases you in ice, preventing non-instant actions including movement, but granting massive damage reduction against hits. After a short duration, it also starts to regenerate your energy shield and mana at a fast rate. Both the damage reduction and regeneration last for a few seconds. Анимацию, что ли, поменяли, или что? It cannot be manually cancelled. Because the skill is instant, it's a great emergency button against dangerous boss slams. It also makes you count as being frozen, despite Arctic Armor normally making you freeze immune. Having another way to self-freeze may be of interest to a few mad scientist build creators in the community. Ничего не поняла. Val Lightning Про Arrow fires a арктическую броню? barrage of piercing projectiles that cause lightning to strike Может nearby достать и не targets whenever получить they hit an кучу enemy. урона. After a short amount Ты of time, успеваешь when же they collide with сообразить, terrain, а? their arrows randomly change direction and continue flying. This Ну ты occurs еще a на number of английской times before the версии arrows играешь. expire. Each arrow can hit the same target once per redirect. Because the arrows travel for a set time before redirecting, rather than a set distance, projectile speed modifiers affect the distance traveled. Еще и скиллы знаешь. Красиво. Выглядит красиво. Хочу такой скилл на фургу. Чтобы я кастовала лужи, и вот точно такое же появлялось. Такие же молнии. Выглядит круто. Val Reap conjures a ring of scythes that deal damage to all enemies in a circular area. The scythes leave behind a pool Да, of blood that Вал. deals heavy Они physical damage over рассказывают time про to enemies вал standing скиллы, in it, новые and вал for a short скиллы. duration after they leave it. Val Reap instantly grants a large number of the blood charges Да, used by новые вал normal Reap скиллы. on use, as well as temporarily higher maximum blood charge capacity, substantially powering up the regular version of the skill. Path of Exile Crucible introduces 5 other Val skills we'll reveal over the next Что-то week. знакомое. Val Animate Weapon, Val Domination, Val Ice Shot, Val Rejuvenation Totem, and Val Firestorm. This expansion also introduces more than 10 new unique items. There are 3 in particular Где I'd like to перевод? show you Нет today. перевода. Blood Price У is a них unique helmet that has нет a new effect, отдельного reserving русского enemy maximum этого life. This does exactly what it implies, отделения, causing которое nearby будет переводить enemies to и start at рассказывать. 92% maximum life. While this increases your clear speed against all enemies, it's especially useful against bosses. The helmet's drawback is that it reduces your maximum life, but provides decent life regeneration and block and stun recovery to counteract this. Tainted Pact is an amulet that causes chaos damage over time to heal you while you're leeching life. While the Амулетик. amulet provides a decent amount of life leech itself, так it'll certainly damage require a few tricks to unlock its full Физика potential. Так, мана. Widow Нормально. Hail is a unique bow Так, that is different лук from any other bow in новый. Path of Exile. As a weapon, it does basically no Интересно base damage and учить doesn't grant английский, any да. stats of its own, but it does Я dramatically increase the не power of mods успеваю, provided by your я quiver. немножко знаю Needless to say, английский, не this could успеваю produce some полностью pretty перевести. ridiculous outcomes with good rare or unique quivers. We will reveal Эй, some of the other Колчан? new uniques Боу. over the coming week. Это лук. Ruthless is a game mode that we released alongside the Sanctum который... expansion late last year. Так, это It's designed безжалостный around режим, extreme я item поняла. scarcity and is challenging because you're constantly Ruthless. behind the item power curve. So far, it has found a very passionate audience of players who love how rewarding item drops feel in such an austere environment. We have some small improvements to Ruthless and Path of Exile Crucible. Firstly, Eternal Orbs are back in Ruthless. These are an extremely powerful currency item that allows you to Специально для imprint an item and Ruthless restore it if you're unhappy сделали with the result орб? of crafting. We Да? disabled these game-wide 7 years ago because they were far too powerful when combined with all of the different crafting options Path of Exile offered at the time. Ruthless does not Очищает have the там base что-то game's там, crafting какие-то feature set, so we have enabled свойства. Eternal Orbs to drop in Ruthless, albeit extremely rarely. Ruthless now has its own set Переписал of сделал, challenges to как complete. идея. Like the ones in early Path of Exile, there were a Александр, total of ну 8, ну and ты then very даешь. difficult. Like we've done in the past, we're hosting a boss Ивент, kill event босс at the start of the по убийству Crucible боссов. Challenge League. It'll be held in Ruthless Hardcore Solo Так, я Self-Help and поняла. will require you to kill both the Uber-Searing Exarch Короче, and the босс, Uber-Eater of Worlds, это, making it by бои far там the что-то. hardest event we have ever run. The first place winner will get to work with our design team to add a new unique item to Path of Exile. They'll also receive a transferable Ultra VIP ticket to ExileCon in July. If they aren't able to attend or already have a ticket, then they are allowed to Рухлес sell this one хардкоры if they see fit. СССР убил Second and босса. third place finishers will receive a transferable VIP ticket to ExileCon that can also be sold at their discretion. If you'd like to enter the event, just create a character in Ruthless Hardcore Solo Self-Found on launch day. Best of luck to everyone. Жесть.
Это перебор. July 29 to 30 New Zealand time, which is July 28 to 29 Но for much of напомню, the мне, rest что of the world. We're going to be ExileCon, hosting ExileCon 2023 in Auckland, New Zealand. While tickets to the Auckland, in-person Новая event are very Зеландия, hard to ясно, get, понятно. we'll be streaming the entire event for free. At ExileCon, we'll reveal our latest updates on Path of Exile 2, Path of Exile Mobile, and the next Path of Exile 1 expansion. Make a note in your calendar, tell your friends, and don't miss it. The second day of the Path of Exile livestream culminates in a competitive race event between some of Path of Exile's best Какое-то players. In order соревнование. to select the 4 competitors, we're going to run qualifier events during the months of April and May. В чем они The там winner будут of each event will receive a соревноваться? VIP ExileCon Кто ticket, быстрее return flights to вкачает Auckland and accommodation, and will compete перса? in the race event live on stage. All 4 qualifiers in the final event will be run on the 3.21 version of Path of Exile, which has received a fair amount of early game balance work that will change the racing meta quite a lot. You'll be able to read more in the patch notes. Once 3.21 releases next week, you'll be это able для to solve the полных new meta, хардкорщиков. practice hard, compete in the qualifier events, and hopefully win your place on stage in July. Alongside Path of Exile Crucible, we're introducing a Так, few новый new тип types of микротранзакций. microtransactions. Вообще тут An example I wanted to был мозг describe today is королевской that of игры. mannequins. These are hideout decorations that you can place to show off sets of microtransactions you have assembled. You can equip them with your spare micros and pose them in various ways. It's also possible to swap your entire outfit with a mannequin's one, which lets you easily store Новые microsets позы to be или retrieved что? later. А, господи, можно своих неписей, Other что new ли, одевать или microtransactions coming что? up include wrapping paper, which lets you gift wrap items to hand to other players, or Мне even drop in показалось, town for random people to pick up. А, манекены. Today we're Мне launching показалось, 2 что new series of этих supporter неписей packs, the своих, которых в Lithomancer and убежище Enchanter можно packs. это Each tier переодевать. contains the pack's full face value and points, alongside several exclusive Так, New Supporter microtransactions. Packs. These packs are only available for the duration of the Crucible League, and will leave the store forever when it ends. As always, Подарите the вкладки. microtransactions in these packs are purely Дарить cosmetic можно and do not айтем. affect your Айтемы character's дарить? power or progression in any way. В смысле The Lithomancer series of supporter packs микротранзакционные, contains что ли? 6 exclusive microtransactions. The Tunnel Bear isn't just adorable, he will also take the place of the Crawler in Delves, lighting your surroundings and laying down pebbles. Вместо тележки теперь будет Apparently, this is медвежонок. what happens Какая when your bear gets into a милота! kilo of Какая sulfite. милота! Might Я хочу... explain what Подарите happened to the медвежонка. Я хожу в шахту, подарите The Ring of the медвежонка Demon мне. Slayer attempts to exorcise rare and unique demons when you hit them. The souls of defeated demons are banished to the depths below. Анимация, короче, The ancient stone of the Lithomancer's armor мечей. set crumbles when you take damage, revealing the crimson core inside. The Прикольно. stone reforms if you haven't taken damage recently. Прикольно. A sip from the ancestral granite flask causes a Karui ancestor to appear and За surround you фласку in какую-то. protective wards. Это ты юзать будешь фласку и вот такую, The короче, ancestral баночку portal будет такая encases your анимация. molten Класс. armor when you travel through it. Красиво. The summoned Karui ancestor rallies you to battle and honestly seems to have an unhealthy obsession with Порталы? combat. Вообще Everyone to эпик. practice running away from volatiles? The gunpowder foot attachment straps explosives to Вы your legs, ботинки видели? dispersing lit gunpowder behind you. Be careful, you can only outrun it for so long before За it вами catches будет up. фитиль, и потом вы будете взрываться. Это The забавно. Enchanter Pack series also has 6 exclusive microtransactions. The Parrot of Exile pet, Parrot's Your Попугайчик. Exile. We'll just let it Портал speak for вообще itself. эпичный. It would be wrong to do that here. I need more mana. Вообще Drinking разговаривает. from the bottled storm jade flask encases you in a surging tornado, churning up the ground in your wake. Баночка. If you Анимация stand perfectly баночки. still while wearing the enchanted armor set, it will attract butterflies to flutter around you. Be careful not to Что? disturb them. Чай какой-то там амасет. Это Sick что of за сет high-fiving такой? giant purple appendages? The Ritualist's Breach Ring visually transforms breaches you find into occult summoning circles. Скин The на Enchanter's разлом. crafting bench Круто. replaces the normal crafting bench in your hideout with a suite of tools fit for a master artisan. The various crafting stations burst into life as you use them. Прикольно. If you've ever wanted to remind your character who's really in Офигенно. charge, the Puppeteer's back attachment has you covered. It truly is the sinister presence pulling the strings. These new packs are available right now at Блин, pathofexile.com/purchase. хочу медведя Purchases like и вот these эти directly порталы. fund the ongoing development of Path of Exile Остальное 1 пофиг. and 2. Медведь топовый. Meanwhile, И the порталы Forge and тоже Gemling классные. packs leave the store forever at the launch of the Crucible League, so now's your last chance to purchase them. Thank you for your continued support. We're about to start the Q&A with Ziggy D. After that, we'll post the full patch notes for Path of Exile Crucible.
As we approach release next What week, expect our over the community next team will week? post Crucible's challenges, information on how to update your item builders, Типа, more skill gem что details, and information делать on how to на prepare for следующей Crucible's launch. неделе? Что? On release weekend, we expect to launch the new mystery box and this season's Kerix Vault Pass, which can be purchased with points and has a new free track available. Thanks for joining the stream today and checking out Path of Exile. Дальше от We can't wait to вопросы и forge some powerful weapons ответы. with you next week. The Q&A will start shortly, so please get your questions Прошло ready. полчаса уже, нам за полчаса нам это рассказывали, так время пролетело. Обалдеть. Вопросы-ответы. Ну, сидим, потому что мы хотим дропсов, да? Кто мы? Поешеры! Что мы хотим? Дропсы! 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 Крылья! 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 Дропс! Балабольство чистое, да. Q&A. Questions and answers. Осталось 36% будет крылья? Да? А у меня будут крылья? Ну, ну мне, по идее, должны дать за то, что я это смотрю. Вижу. 66%. Все, вижу. Сидим, смотрим. Умеют они заинтересовать игроков. Умеют они заинтересовать. Сиди, чтобы получать крылышки, сиди, смотри стрим. И не важно, что сейчас будет просто все тупо на английском. Стримеры не все знают английский, не все успевают переводить, не все понимают. Но ради дропсов все будут сидеть. Сейчас 100%. Сколько там человек? 117 тысяч. 220 не получилось. 117 тысяч. Через 45 минут сразу, хопа, и сразу же станет меньше. 30 баксов за пак с медведем. А что, уже выложили? Чего? Где? Что? Нету еще. С паками прикольно, что тебе еще 300 монет в магазине. Новые наборы поддержки, вот это? Горнила. Вот. Медведь. Класс. И для ножичков этот. 1400 рублей. Дарите медведика. А еще дают 300 этих. Так, 2 серии наборов. Дешевый набор. Так, до июльского дополнения. Следующее дополнение будет в июле. Все понятно, все понятно. Так, потом камнемант. Титул, рамка. Так, это форумная. Набор доспехов камнеманта. Это которая рассыпается, когда тебя бьют, а потом собирается. Вот этот классная. И гранитный флакон предков. Это вот анимация классная. Так. Это взрывающийся. И портал. Портал 4200. Это в наборе за 4200. Офигеть. За фул сундучок 4200. Да. Многовато, нет? Блин. Портал, конечно, эпичный просто. Огонь во всех смыслах. Просто слюнки таком подтер и пошел играть дальше. Надо хотя бы медведика как-то раздобыть. Все, собираю, короче, не на вкладке, на медведя. Собираю на медведя. Хочу медведя. Но цену, учитывая, что игра бесплатная. Там же еще всякие разные микротранзакции будут. Не сундуки. Микротранзакции. А уже добавили? Новинки. Нет еще. Микротранзакции еще не на это. Не закинули.
А вот наборы, да, уже готовы. Так, 300 монет еще и на вкладке хватит. Ну, вообще, ты прав, да. А 300... Подожди, 300 монет, там можно премиумную купить и пару полезных. 200 рублей 50 монет. 200 монет. Так, подожди, это почти в ноль выходишь. 300 монет это 1300... Сколько тут? 1400. 300 монет получаешь. А, ну так это по сумме 300 монет стоит. Ну, то есть, смотри. Столько и столько. Это будет 1000... А, ну столько и стоит. 1398. 1400. 498. 1400, короче. 300 монет. И в итоге ты получишь еще вот это вот все. А 900 монет. Ну, вы поняли. Да, ты получаешь монетные внешки. Круто! Круто! Собираю на медведика. Собираю на медведика. Все, сразу, оп, меньше зрителей. Или сразу собирать на портал. Нет, медведика хочу больше. Медведик классный. Собираю на гильд вкладки. Вкладки? Гильд вкладки. У меня есть только 35 монет. Больше нет. Надо посмотреть, что там в Кирок пассе будет. Хранилище Кирока. Это... Этого... Это этот, да? Этого как бы обновы. Или это следующее? I'm joined here once again by Chris Wilson. How you going this morning, Chris? Going well, thanks. Thanks for hosting. That was a pretty spicy, hot reveal stream. Не, это в данный момент сейчас действует. ExileCon and the last reveal apart from ExileCon's reveal for PW1 potentially? Yeah, well, we'll be having basically during the keynote for ExileCon, obviously we'll be dumping all the juicy Path of Exile 2 info, but after that we'll have essentially the Path of Exile 1 322 expansion livestream taking place from the main stage there. Немноговато лысых. Ending of an era. It's kind of bittersweet. A decade of Path of Exile action at this point coming to a close, but moving into Path of Exile 2, obviously very exciting. So we won't be probing into that too much here because that is for ExileCon. So for now, let's talk a bit about Crucible. Они все ExileCon обсуждают. Так, мне нужны вот эти вот эмблемки, а то как я буду обложки делать? Or is this kind of new ground that you folks are exploring this time around? We like to come up with a mixture of я тоже не знаю, обновили или нет, потому что я не заглядывала. We recommend looking into the Red Blade Warbands faction. That's a good breadcrumb place to pick up. The lore experts can begin their Короче, я так поняла, буду стоять, ну, механику Горнила, буду стоять алтари на картах, ты будешь подходить, юзать, прокачивать себе ветки, а вот в самом Горниле ты будешь апдейтить шмотки, которые у тебя получились. Я поняла, что так. So you're not sacrificing anything by having a weapon tree on the weapon. It's just Убил purely мобцов, upside. апгрейднул шмотку, ну, в смысле, прокачал ветку, пришел в Горнило, делать с шмоточком слияние, да, слияние. Если вы понимаете, о чем я. Короче, да. Взаимное проникновение у шмоточек будет. How do you decide which route to go? We feel that having hard decisions about weapons and build choices and skill use is really interesting. It causes you to have to adjust your build around drawbacks. We don't really want to make a game where you linearly just get the ability to kill monsters more quickly without having to think. We like the idea of finding a choice you can make where you're like, like
this will increase my power, but I have to work around something else. Like, так что пока кажется, что очень круто придумал. Блин, я бы не знаю, мне нравится святилище, мне просто очень нравится святилище, я готова его проходить постоянно. Не так просто было им придумать эти скиллы. Many of the skills here don't have drawbacks. This isn't like, say, Scourge, where слушай, на каждой шмотке разные скиллы. We've put drawbacks on them so that there's a decision that you have to make. И уникальные шмоточки typically the тоже. ones near the end of the trees that have the drawbacks, so they don't really block your choices very much early on. Yeah, it feels like a big difference compared to Scourge in that regard. But I've always thought power creep. Это же, слушай, если смотреть со стороны билдов, очень даже прикольно. Со стороны механики, как это проходить, ну ничего нового. То есть опять алтарь, опять убил мобов, ну там сходил, там что-то проапгрейдил. Это как, не знаю, подошел, легион полупил и просто потом еще куда-то сходил. Ну то есть, в смысле создания билда, это интересно, да, это прикольно. Это либо сможешь сосредоточиться на другом контенте. Quite interesting conditional skills. Ones like this one, I believe, that grants movement speed if your dexterity is lower than 100. То есть, если до этого, if you're able to make a build that doesn't have 100 dexterity, like for example, just pure intelligence or pure strength, если, я так поняла, эту лигу сосредоточились на интересе, чтобы было интересно, какое-то там новое подземелье, какое-то там механика такая прикольная, да? Типа как Каландру там тоже, ну там типа зеркаль или шмотки, но все равно что-то было полезное. Тут, можно сказать, просто фармили валютку, всякое вот это вот. Очень прикольно просто. Просто интересная дополнительная механика. А тут это очень сильно повлияет на билды, на то, что ты будешь делать. One of the many topics for this coming year is what we я do не about смогу Sanctum, for example. адекватно Certainly, ценить, there's потому discussion что there about how я we не would make Sanctum appropriate не for base особо game её integration if it is проходила. going core. With these items having these crucible Я говорю, trees and мне everything, святилище you know, понравилась maybe сама the league didn't go механика. core, but Мне these не will важно go to было, что standard там in some падает. capacity. Will they work in standard? How will that work? Да, They will work in я бы standard, дальше yes. бегала бы в святилище. So you can rip them from hardcore to standard Так right подожди, away. это если его переработают и потом добавят снова, это только мы летом увидим святилище? It's worth noting you can't level them up or allocate nodes any further in standard. Я Like в you probably want to печальке. get the tree allocated correctly before you do ref it to standard. But yeah, you can use those Все, skills over there. пурга ушла в I imagine запой. there's a lot of experimentation as well because you potentially want to, Чайный запой. like looking at the end game of this is to level up multiple different weapons, selecting the best nodes, and then combining them together until you get like a blend of your perfect ideal nodes. And I imagine that could take a while to get the perfect one. Certainly, yeah. There's a lot of cool stuff that can happen that we learned from recombinators. So there's quite a big grind to get perfect stuff, and then when you're looking at it on uniques, for example, the grind is even larger. Like we're really excited to some extent about how the concept of, let's say you want to have a like Starforge or something that's got the best tree on it. How would you actually do that? And it requires quite a concerted effort from most of the community of online players. Все еще обсуждают скиллы на шмотках, то, can you respec or change those crucible node allocations? Очень долго все это тестили и пытались сделать, ну, то есть, чтобы так, чтобы были постоянно какие-то уникальные получались эти шмотки, вот это вот всё, чтобы было более разнообразное. The efforts of the next crucible encounter you do towards a different node. And I wish I had a graph up so I could demonstrate it. But essentially, if I'm halfway through leveling up to one of the two choices I have at a certain intersection, and I instead want to work towards the other one, I can just freely swap across. And once it's allocated, I have to use a scour to undo it and get that experience back. Excellent, that makes sense. Are the nodes available on two-handed weapons more powerful than one-handed weapons? Sorry. Yeah. Oh, sorry. I was just doing a quick dev check to make sure I wasn't making stuff up. Yeah, nodes on two-handed weapons are more powerful than one-handed weapons. You could think of it as broadly speaking, if you have a two-handed weapon, you're getting the same rough power that you would from having a one-handed weapon. Мне кажется, разнесли бы эти порталы чуть подальше, было бы лучше. Ну, было бы интереснее. А то они очень близко к центру, и, в принципе, просто парочку тыкнуть, ну, там, потратить не 15, там, а 10, получается, там, поинтов, и там... Короче, дальше надо было, мне кажется, разносить. Там.
Или вот так вот вертикально разнести эти порталы, либо вот горизонтально разнести. Они слишком близко. It's been Потому что как discussed, бы but вопрос возникает, действительно ли we don't точно want to have a надо philosophy that вот every эта Path вот of Exile League мера must work on literally порталы. 100% of Я так поняла, builds что to its нужно fullest тыкнуть potential, because that really оба, constrains us to чтобы really портал water it этот down League. So сработал. in a case here where a И можно было facebreaker дальше character там развивать potentially just ветку. doesn't get a boost like the other characters do, I mean, they can still play just like they could last League, is that they're not getting to enjoy the, the main hand weapon damage they're getting from this. They can obviously still craft a shield or various unique items. Yeah. Now, Crucible's like these passives specific to weapon types. I assume bows and melee weapons will have different nodes because they want different things. But what about like swords compared to axes or minion ones compared to non-minion ones? Yeah, so essentially weapon types do have mod restrictions. So the examples you give are reasonable. The bows and melee weapons have different ones. Minion ones, caster ones, bows, all have their own special passives. I believe in Path of Exile there isn't a lot of direct difference between swords and axes that would cause there to be many skill differences here, so those ones are very similar, but we have tried to make sure it's all sensible. You're not going to get stuff on a weapon that's irrelevant to that weapon. Great. Will that unique Crucible helmet, Выдали уже дропсы? Just have a mixture of everything, or how does that work? That one gets shield ones. Oh, okay. So shield probably, I assume, then has a more defensive oriented. Yeah, I believe that it gets shield ones, but it can't give you like static local block and various other bits and pieces that wouldn't work very well. Now, on unique items, once you add a Crucible tree to a unique item in the Primeval Remnant map, can you progress the tree and unlock nodes in regular Crucible content encounter, or do you have to keep doing the maps? You can unlock nodes the regular way. So basically, doing that map, if you get the mod on it that enables you to put a Crucible tree on a unique, and I should add that's a moderately common mod, but certainly requires you to get lucky and get it, then you've kind of unlocked the ability for that unique to then have a tree that's explorable. At that point, you can then just go back to regular content in your regular endgame maps and level it up. It's only when you need to get a second copy of that unique unlocked and or do combining that you need to go back to the Primeval Remnant maps. Now, viewers are always looking for clever ways around the system. I saw one that was if you take a item that already has a Crucible tree and chance it into a unique, does that bypass the Primeval map requirement? Or are you locked from doing that? It does. Oh, okay, there you go. Cancels going up. Да, все пишут уже thank you. Я же говорю, сейчас все получат и просто Now we have свалят. some chat questions on these topics as well. So, Crucible interaction with mirrored and corrupted items. Can you do anything with those, or are they locked out? Okay, so there's some fun stuff you can do in the higher tier version of the endgame map, the one that's really hard to get. And an example here, and we don't want to spoil too much, but an example, I believe, is that there is a mod which enables you to use... Is it a mod or a base property? A mod on the map item that enables you to interact with corrupted items, for example. And so there are exceptions that you can bypass. I still believe you cannot do anything with mirrored items, right? No, but if you mirror an item that copies the tree. Yeah, so mirroring an item does copy the tree, but once you've got the item mirrored, it's unmodifiable. Это фигурка. Will you, А есть мерч Path of Exile? Will you be able to imprint Crucible trees? Категория P сидит 240 тысяч зрителей. Ну, естественно. I don't see why not. И Нара не улучшили. Cool. Диабло 4, 632 зрителя. Да какое Диабло? Тупое. Мне кажется, Диабло потеряла свои позиции. Сейчас все наиграются в 4-е и снова вернутся в Поя. Хотя есть, мне кажется, все-таки ценители чисто Диабло. Ну, Диабло ради Диабло. Им не нужно там дальше какое-то там прохождение чего-то и развитие и подобное. Просто я прошел Диабло 3, 4 и все, я доволен. Talking now about trade a bit, how will trading items with Crucible trees work? Will you be able to search for nodes on the trade site? We are trying to get that functionality, but it's worth noting the way that this works is the trade site is put together by one of our staff members who's very busy, and he only gets the copy of the league to go and do the trade site stuff like yesterday kind of situation. So he has a week to get Crucible support working, and so we're working on it.
it's difficult in this case. We normally can easily, within a week, sort out any itemization stuff that came from a league, and in this case, it's quite complicated, as you can imagine. So we have no promises there, but yeah, of course, we wanted to work on the trade side. And it's worth noting we do have an API, so if the public want to take the API and implement it better than us or faster than us, they're welcome to do so. But in the meantime, yeah, we'll try to get it up, and we want it so that people can easily identify certain nodes and trade for the items. And my expectation is that it will probably be straightforward to find items with a specific node, but doing complicated searches involving combinations of nodes and other stuff will certainly not be possible. Короче, они говорят, что пытались прошлую неделю, короче, пытаются упростить игрокам жизнь, и что с помощью более легкого трейда, ну, чтобы друг другу дарить там какие-то вещи. С помощью упрощения нодов, вот это вот все. I imagine this is quite the nightmare on the web dev front, but I hope they take our energy and Будем грейдить топоры до продажи за диван. И трейды в игре опять не сделали. Ну, они типа стараются. Hilarious comment. Can you tell us anything more about what these are and what they do? Right, so it's Crucible Tree experience rather than experiences, which means you gain experience for the tree that you've got. So you consume the magmatic ore, and it levels up your item as though you'd done encounters. And so it's worth noting, this is not meant to be the efficient way to level up items, right? It's certainly not the case that people are going to bypass the encounters and just go and trade for these and they never have to actually play. This is a really inefficient way of doing it, but it is possible. If you're currency rich and time poor and need to find a way to get that last bit of experience, then this is a way to do that. It's kind of like a faceter's lens being a single use item that grants the experience. And I suspect that, you know, it's obviously going to be priced in the economy based on how useful it is, but at the end of the day, it's not going to be the primary way that you level these items up. Ни хрена не поняла. А то знаешь, когда начинают говорить, там, Горнила, это там хорошее, там, типа, обновление. Нет, он начал говорить, нет, это не то же самое, что в прошлой лиге. Нет, это не ухудшает там какой-то баланс. Короче, вот, через отрицание начал говорить, я, короче, все. Мозг просто опух. It helps a bit because when we were designing the endgame map, we didn't want the individual monsters you're fighting there to work towards leveling up a crucible item when you're already expected to bring multiple crucible items in with you in order to combine the trees together. Right. Those nodes that allow you to vendor items for different rewards, it's a clever solution to the problem of why engage with the mechanic if you don't have an item that you actively want to forge right now. So how often do you find these nodes, and are they always substantial rewards, or are they some smaller ones as well, like a few Alks or a Chaos Orb? It's worth noting, we believe that people always will have items they want to forge, and the goal of these vendor nodes is to tempt them away from that. Like, at any stage, you could be working towards making the best item on the realm, but instead, oh, there's a Divine Orb if I just sink in a bunch of encounters into getting that. And so it's a job well done of these nodes if you are sitting there getting, you know, currency rather than actually making the most broken items. Если то, что говорилось обновление, более-менее было понятно, но когда вступает разговорная речь, уже сложно They're mostly in совсем. the end game, and they're not too common. Like, you're not going to be sitting there with a stash full of them trying to, you know, just swim in currency, but at the same time, you'll probably have access if you need one and you don't have a thing you particularly want to focus on at the moment. It's just so encounters don't feel entirely wasted. There are also some cool little tricks and combos that we aren't going to delve into, but it's worth having a look at that. In terms of what types of currency, it's various currency, starting at mid-tier stuff. If you do find things like Chaos Orbs, they'll be in larger quantity, and you'll have to do the math of basically how much experience am I getting versus what the currency payoff is versus what other opportunities I have for my time at the moment, and, you know, it'll be straightforward to work out which ones you're wanting to do and which ones you're wanting to trade away. On the maps side of thing, how rare are those like geodes that you can crack to get those maps, the like endgame content of this? So there's two tiers, and it's worth noting the acquisition here is subtly different than the way we normally do these maps. Like, these are always rare, and they come through this stacked deck like currency item, which is the geode that you crack open. And because it comes through the currency item, your ability to find rare items doesn't affect the rate that you find these. Like, you're getting just currency essentially to get them. And then there's the unwrapping experience of seeing what the mods are on it. Now, the lower tier one is something you'll certainly play in. Он быстро говорит, да, я только выхватываю отдельные слова. Карты, стак-деки, что-то там. So you're getting a lot of access to combining trees together.
The higher tier one, on the other hand, is Еще harder to get, английский because that lets you do some несовершенный и really interesting stuff. So неразговорный. that one is certainly Блин, pitched quite a lot rarer than the first one. чисто, знаешь, And you're такой being pretty coy on these maps and what they entail. специфический, And what the higher даже version не does, yeah. игровой у And меня this is for a английский. few reasons, right? Like, first of all the rates I'm talking about here, like, they're changing in this last week. This last week is the point where we massage it from being this works and is cool into a fine machine that works perfectly with the right, you know, economic Почему мы implications говорим and постоянно stuff. про последнюю We're неделю? starting the alpha shortly, like, you know, in 10 minutes kind of thing. And that's going to give us Будем really good придумывать feedback дикие there. We've стратегии got a week фарма, of карта iteration now that совмещать everything is working несовмещаемое. great, and so things will change. There will be more mods added, there'll be Да. mods removed. And so if I go into too much detail of listing every mod, it's just going to be wrong a week from now when we've had time to really hone it. Он сказал, Fair enough. Let's talk a bit about the challenge more of this league. different So, mods. the longer you Я так channel the поняла, Crucible если forward мне in не a map послышалось, encounter, the что more добавили, dangerous я it так понимаю, моды becomes. новые What makes какие-то the на monsters карты. Если dangerous, я yeah? не ошиблась. So as you channel it, more monsters are spawned, and they combine into larger, more impactful monsters. So higher tier monsters here, we've got an internal tiering system. The higher tier monsters are generally more likely to be magic, rare, or unique. And the longer you channel, the more damage and damage reduction every monster gets. Also, more difficult encounters are more rewarding. So generally speaking, play the hardest encounters you can. But it's worth noting, and this is an interesting question, everyone comes up with, is there a button I can click to bypass the channeling and just have the hardest difficulty encounter, right? Fair enough, no one likes having to wait a few seconds, but Ты будет рассказывать it's про worth все noting the новые hardest моды, то difficulty это займет encounter will неделю. Так probably что ли smear он you to the сказал? wall. We want, this maybe wishful Может thinking, because быть, some не Path of знаю. Exile Нет, players он are что-то very там capable, говорил, что... but we're trying Он very начал hard говорить to про make it последнюю so неделю, она that the типа highest будет difficulty интересна, encounters либо are она была significantly интересна, harder than league когда они content that you may have готовили accidentally run into in the past. Now, of course, you don't need to обновление, max и it out все like that. Maybe это only do that if you have балансировали, либо ridiculous twink что-то items or там something. будет на We последней are also неделе. trying to Я... signal this in the UI. No. This wasn't shown in the video, but we are having kind of like a temperature concept where the harder it's Совместными getting, the силами more you как-то see переводим, the сидим. UI getting a bit angry at you. And so you know, I can generally handle about this amount of difficulty, and you've got an idea of where your character falls on the scale. You're certainly going to want to go as hard as you can, but our goal here when designing these risk versus reward leagues is to kill your character. We want to set it up so you overcommit and get nothing, because that way you'll learn your abilities and it's a little less gifty than if we just had every encounter succeedable. It's like Metamorph all over again with players putting sticks in their own front tires and being like, oh no, why have I crashed? Oh. Cool. Yes. On that note then, what happens if you fail the Crucible encounter? Is there some risk-reward aspect here, just outside of dying? You only get the Crucible tree experience if you complete the encounter, but your item is not at risk. We went moderately safe with that. So essentially, if you make an encounter that's too hard, you might lose experience on your main character or lose your hardcore character or something if you die. But realistically, the only thing you're practically missing out on is finishing the encounter to get the experience. Короче, он сказал, что ничего сложного не будет для того, чтобы получить опыт Горнила, короче. Ничего супер специального делать не нужно. Я так поняла. Лига щадящая, да. Они, скорее всего, готовят все-таки по E2, то есть июльское обновление. But you get fewer of them than on a regular map because half of them are upsides. Мне кажется, поэтому ничего такого сложного пока что, ну, то есть не стали делать. Наоборот, упростили. Some of them will raise the difficulty of the monsters, usually by a bunch, and some of them will hamper your build's defenses or potentially make your build not work in the map. But it's worth noting that stuff like spell suppression is more of a hampering your defenses than saying you can't kill monsters. So certainly going into a no spell suppression map when you rely on it takes away one of your defensive attributes, like be careful about that, but it's not necessarily completely breaking it for you. You're going to have to make decisions about which to play. And we strongly prefer that way of designing it. If we have to make it so that every map is playable on every character without really imposing any difficulty, then it just becomes a bit of mush. And so, in this case, you will occasionally open a geode, look forward to doing the map, они постарались сделать так, чтобы не было непроходимых карт. Я так поняла. Чтобы не было такого, что невозможно пройти. То есть даже те, которые даже сейчас нету непроходимых карт, ну, кроме как резиста. Отражалки. So it fully works in a party. Everyone gets experience. Basically, you must channel an item at the encounter at least a little bit to be rewarded for it. So there's the molten circle, as you've seen, and basically the players step inside and you choose an item and channel it. And all the channeling makes the encounter harder and more rewarding and so on. And as long as you've contributed at least a second of channeling or whatever, you're going to be... Говорит одну фразу очень быстро, и все, я steps outside of the molten ring, countdown starts, which will trigger the encounter. And it's worth noting that
throughout maps, that means you can fully engage with these without any problem or loss. Like, sure, maybe, some annoying party member will make the encounter way too hard for everyone, but they have the ability to do that elsewhere in the game too. In endgame maps, each map only allows the map owner to use its crafting benches. So 1 geode equals 1 map equals 1 craft. You can bring your friends, they can get stuff from it, but they can't use that craft unless they contributed the map. Some more questions from chat. How does item level and map tier affect Crucible? Can I quarry farm item level 86 weapons now? Alright. Low level areas have way less Crucible experience. So low-level areas give quite a lot less Crucible experience. There's an exponential curve on that to encourage you. Like, if you're playing somewhere 10 levels under you, you're certainly going to have a much better time just doing it in the maps that you're playing. Any other aspects that are worth mentioning? Item level affects how much experience are required to level up. Я не знаю, что мне щелкает. So the item level does affect experience costs for hitting certain skills. And of course, I believe that certain skills are gated behind certain levels as well, right? You really do want to be playing higher level stuff. Like, maybe there's some niche place where you can get access to a certain skill and it's too expensive to get it and you can quarry farm more efficiently, but you're kind of wasting your time doing that compared to just playing the maps that... Это еще что такое? In an old version of Path of Exile, where map scarcity was more of a thing, like in, say, Ruthless, where it's actually hard to play maps because it economically destroys you to play too many, then fair enough, quarry farming might be a more reasonable strategy. But I think that in contemporary mainline Path of Exile, you're wasting your time if you're spending too long in the quarry here. Now, the mobs that you spawn with the channeling of the Crucible, are these different to normal mobs, or are they enhanced versions of regular mobs? And either way, are they something that you can turn into a Spectre, for example? Summoner players would like to know. There's a few questions there. So, they are actually themed around the properties of the item, which is interesting. Like, there's a light relation between what you've got on the item you're channeling. There's some subtlety here, but they are special, and in general for these leagues, we try to draw monsters from the pool that are in the area, or at least, the models of those monsters, just for memory reasons and so on. Is there anything else that's special about these monsters here, aside from the fact that they're quite a lot harder if you make the encounter hard? Yeah, they have new skills, and they are spectrable. Yeah, so all spectrable, all have new skills. There is essentially a separate set of Crucible monsters. None of that is what I expected. I actually personally underestimated how important new monsters are for league design. Like, we've done a lot of these things, like 30 out of 39. And if you sat me in a room alone without any other devs and got me to list what goes into a league, I'd forget new monsters. But a lot of people here realize it's critical to have it so the texture of the moment-to-moment combat with monsters does feel different than the rest of the game in a league. And so я так поняла, что новых монстров они не придумали, просто переработали в Горниле монстров, которые есть. Если я правильно поняла. Item affect what monsters spawn. That's such a the tree modifiers, like the tree that you're leveling up. You'll see what we mean. It's not a big deal. It's just cute. I mean, that's what I mean. Like, that's really cute. Like, it's a cute detail, a nuance that I wouldn't have expected. Neat. I know we're rushed to make these expansions in the cycle time we have, but we do get time to finesse the details. And interestingly, this cycle has been 17 weeks, so we've had a few extra weeks to get it right. And yeah, I don't mean to prematurely curse anything, but we're actually looking at a pretty good place quality-wise. Like, the number of issues we have open in our tracker and the stress on the team is significantly lower than it has been at various points. Like, I think yesterday, when we're at the point where we would in the past have had 250 open issues, we're at like 87 by my count. And so, I'm not seeing overtime being done outside of a little bit of preparation for the live stream the last few evenings. And so that's looking pretty good. I think that, like the Incursion launch, we're going to be hitting it with like a bit of time to spare and make sure everything's долго разгоняет, я не поняла. Либо мобов переделали, либо наоборот, там сделали 3 уровня монстров, либо переделали 3 уровня монстров. In a subtle way that you might not even put your finger on. And that's quite cool. So let's move on to a league revamps topic now. So the breach revamp, I feel, is actually a really clever way of dealing with the issue of like old content bloat. Ты там уже любуешься крылышками. Revamp older content, shift it up to a higher level where it's discovered later and less likely to overwhelm those newer players. Now, was this the intention here or just a happy side effect? It's a happy side effect, but one that we definitely acknowledge. So the basic way that the breach revamp happened was we started by saying, man, there are a lot of splinters in breach. Как получить крылышки, я не Click on помню. every splinter and they kind of are worthless because you're working towards a breach stone when you pick up a bunch of them, and that breach stone is going to be lower level than you are right now. Like, you're not going to care about that breach stone. You're going to want to upgrade it multiple times before you can run it.
So how do we fix this? We thought, wouldn't it be cool if splinters were rarer, so they're Я так impactful, понимаю, there's нужно less обновить, clicks, нет? and they actually led to something immediately good. And so we realized, oh look, let's take breach stones and just like bump them up a bunch of levels and basically make breach stones themselves valuable, because in their current form it's like based around an old version of Path of Exile. And then we realized we can just remove 3 tiers of breach stones in this case, and we just cascaded the chain of tidy ups from there until eventually breach is pitched at way more impactful, you know, tighter than before, higher power level, more valuable splinters, and that's where we ended up. Питомец, we used to have to do things like click breach портрет, hands портал, and click combat and like pick up those kind of scattered drops А где крылья? afterwards. Yes, you do. And we think that clicking chests during the hectic combat with the chests vanish at the end is actually part of the fun of Breach. Like, here is a glimpse into another world where monsters are rushing in from all directions. What can you get? Can you kill them in time? Can you get the chests? Blah, blah, blah. It's part of the challenge of the short flash encounter here is to get as many items you can through whatever means. And so we didn't want to make it so it automatically gives you your entitlement of chest items at the end. Now, picking up scattered items is annoying. I get that, right? There's no, you know, this is not an intentional thing that we're trying to make the player have to run around afterwards and look to see if stuff drops. But we didn't find any good solutions that solved all cases, right? Like, during this process, there wasn't an easy way of sorting that out that fit in with the other changes we're making. But we're going to keep an eye out on feedback. It's certainly something we're open to changing in the future if we find a good solution. The Abyss revamp looks great. I don't really have any specific questions about that one. Maybe chat will. But can we hope to see similar quality passes on more dated things in the future? Like, for example, Harbinger, maybe? Yeah, it's very likely. No promises, though, on when. Like, for 322, we haven't scoped out what endgame improvements are looking like yet, so it could well include Harbinger, or definitely not, and we don't know yet. And back to that kind of initial question, which was the idea of like content bloat or things being a bit overwhelming for new players. Is this something that you guys recognize as a major issue, especially in the lead up to Path of Exile 2 with a bunch of new players on the way potentially? We're always aware of the fact that Path of Exile is a complicated game with a lot of stuff going on, and your point about raising the level of breach to take it away from, you know, your introduction to maps is very valid. It becomes a thing where you know Path of Exile pretty well by the point that it's introduced, and it's difficult towing the line between how to describe this? It's difficult towing the line between lots of content being available and content being introduced at a slow pace. One of our competitive advantages versus other action RPGs is the fact we have a vast library of content that's fleshed out. But on the other hand, that can be a problem because for new players, when they have to understand 20 complicated systems or 50 complicated systems, it's sometimes easier to play other games that require less learning. So we're trying to make sure that many of these do actually feel pretty optional and you get them, you know, it's no problem for them to learn how Breach works several weeks into playing potentially. A bunch of people are also asking if there's any news on Ultimatum. We have mentioned in the past that we have a plan for Ultimatum. That plan is definitely still happening, but not part of 321. Fair enough. I'll just check every time until. Yeah. Maybe it'll be announced at ExileCon. Maybe. Okay. Is Ritual being looked at for improvement? It got hit pretty bad due to the removal of +1 monster level watchstones. This question from chat. It hasn't been discussed yet, but as I mentioned, we haven't worked out the next set of in-game improvements, so fair enough. It'll be on the list to look at. Is there any plans to change Blight Atlas Tree notables? Half of them are there to guarantee Blight events when there's already Sextants and Scarabs? We actually did a pretty deep look at Blight on the Atlas Tree a few months ago, and there were some inconsistencies we wanted to tidy up. Again, I can't promise that's in scope for 322, but yeah, it certainly is something that we probably need to evaluate. Alright. Looking a bit about now, masteries and ascendancies, there's some pretty big announcements there. One in particular that like really impressed me was the life mastery that gives 15% life. If your body armor has no life on it, it kind of feels like a game changer in some ways. Body armor has always had really fierce competition, and whether something has life or not is a big part of the like evaluation there. So I really like this design overall, but we do have some unique items that have 5 to 10% increased life, and I imagine that might feel like a bit of a bummer if you want to use one of those. Well, in that case, you save yourself a passive point, and you get to, you know, go pick a different mastery, and there are some powerful ones to pick. We're not intending to go and remove life on those because of the presence of the mastery. That would feel pretty mandatory. That'd be such a funny way to solve that Опять problem. много лысых. Много лысых. No life.
Now this consolation style design that like makes up for a shortfall feels like kind of new ground here, and it might have some potential use cases in other areas. Like for example, the idea of 20% increased movement speed if your boots don't have movement speed. Is this something you'd consider expanding out with in other areas? It's currently just on the Life Mastery. I mean, we've got other interesting new designs on the other masteries, of course, and it is a possibility for later, but we want to be careful with this one. Because, like in the boots case, for example, I worry that soon you'd pick, the masteries that make your gear good, and then it doesn't really matter what your items are, as long as you, for the love of God, don't roll that movement speed or life. And that's kind of against most of how people are trained to create items in Path of Exile. So we're experimenting with body armors with life, but other things follow normal rules for a while. Yeah, it does seem kind of like an experimental thing, because you're right, like it could go the other way to what you want, where it's like warping perceptions of items in unpleasant ways, potentially. So, interesting. I'll be keen to see how this one goes then. A lot of the other masteries look really impactful as well. I was pretty surprised to see instant leech after, that being such an issue in the past, for example. A lot of people have been hoping for like a meta shakeup in terms of changing skills specifically, but here we're getting like a bunch of new skills obviously have an impact, and then like all of these masteries and passive changes and stuff like that. Now, what factors kind of go into deciding whether you want to rebalance a skill or the other things like gear and passives around a build, rather? So regarding the meta shakeup, we could at any point go and pick a bunch of skills and alter their damage values and so on, and we've done that in the past, and it hasn't really been as impactful as we wanted. Often what will happen if we buff things that are underused is people don't immediately notice, and then a while later someone stumbles across it, and that doesn't immediately cause the feeling of a new meta that people wanted. It feels like the same meta even though there's stuff they haven't found. And so we wanted to try in this case, leaving the skills alone for the most part. I mean, there's skill balance. You'll read it in the patch notes in a little while. But for the most part, a lot of the changes come from the fact that broadly, many of the masteries have been changed. 2 specific ascendancies have been changed. You've got a lot of new Val skills for many, many different builds. And the masteries in particular have a big impact here because they're right in your face when you're doing your trade planning. You certainly see all these interesting new ways of building. Like an example is, let's look at stun for a second, right? Previously, everything to do with stun in the game was about how do I make it happen less and how do I have it affect my character less, right? Shorter stuns, less frequent. There's stun stuff now, which encourages you to get stunned if you want to build that way. There's a passive that gives you adrenaline for like 2 seconds per 100 milliseconds of stun, I think. Is that right? Yeah. So if you can find a way of having 350 milliseconds of stun inflicted on you every 7 seconds, then you got adrenaline permanently. And sure, that may not even be good, but it's a build you can do. And so we're trying with these masteries to cause people to completely rethink how they interact with these mechanics. To answer your question, though, about how what factors decide whether we rebalance a skill or other things, we haven't done a Passover mastery since they were first released, and so they weren't what we would call like modernized. And so before we go and just tweak numbers on a skill, we want to make sure that the supporting systems have been modernized. Like the breach thing, for example, which isn't a meta change, that had been a while before it had been modernized, and so it's sitting there just kind of out of whack with the rest of the game. Он разработчик? Он там или он просто с комьюнити общается? Before we went to tweak individual numbers. Very cool. I wanted to deep dive a little bit into. Или он прям самый главнюк. Это основатель. О, смотри, прям большая шишка разговаривает. Сам выдумщик. Обычно просто в таких компаниях там, то есть все разделено. Кто-то занимается разработкой, кто-то занимается общением с комьюнити. На таких, в таком случае там разработчики сидят, рассказывают, что они там натворили и так далее и подобное. С другом вдвоем делали эту игру, никто на тебе по D2 и хотели сделать новую D2. Получилось, по-моему, круче. Ну, слушай, D2 не играла, я в третью Диабло играла. Время 11. Я обычно в это время уже лежу в кроватке. Но ради поя получилось круче, да. Ради поя я все еще с вами. Тоже хочу в кроваточку, я тоже хочу. Ну, ой, ну прям... Я не могу уйти, потому что интересно, что там почти надо дождаться конца стрима, чтобы почитать почти.
And there was enough internal kind of, it might be perceived as a nerf going on that we went and changed it further, made sure that it was, we were much more comfortable with it, added more, did we add entire nodes to it? Or we literally added a node to it to make sure that there was more choice and that it worked better. Refilmed the sections of the live stream, got me back in the recording studio to do the voiceover of that, and updated the live stream at the last minute, because we want to make sure that the different builds work. And the Saboteur is a little bit of a different experience than before, because it now has these other options. But it also, and most importantly, is not the only way to play traps and mines. Our goal here is that if the word trap or mine comes up in your build guide, it doesn't 100% have an association with Saboteur. There are trap and mine builds with other ascendancies now. Like with Necromancer, how if you want to use minions, it's possible to come up with minion builds that are on a different ascendancy. And so the Saboteur is the obvious place to go for easy access to trap and mine power, as well as like trigger stuff, right? That's the first point Сделали of call, Саботера, but it certainly чтобы он isn't быстрее the набирал final point дамаг. of call for people who want to do some really wacky stuff. Yeah, and that kind of like raises Саботер a это кто? good Я уже counterpoint, спрашивала. which is like, while there might not be a bunch of different choices for trigger builds in Saboteur besides the ones laid out, you have all of the Следопыт? other classes to Саботер. decide. So picking Saboteur in the first place is that choice. So Yes. that, and Минер? fun new playstyles added. Это который Trigger bots are pretty минками, что ли, They look закидывает? awesome. Диверсант. So cool. Окей. Does the new passive reworks to the two new classes affect Ascendant at all? Did we change the Ascendant? Yes, we did. Yep. Мгм, That's cool. I didn't поняла. know Или that. Good ловушками. work. Yes, we have. Good job, background devs. I want to look at that now. Do you folks plan on changing passives around the tree or just the masteries that are changing? Yeah, there are passives that have changed around the tree, right? Yeah, there's new clusters, and I mean the patch notes, which will be posted as soon as we stop talking, have all the details. But it was mentioned in the live stream too, just in passing. Like how I mentioned early game balance changes, and then everyone comes to me and says, Стрим "Why are идет you not уже 2 talking about часа the early game 15 balance минут. changes at the live stream?" А лично Yeah, наш... there Не, was подожди, live чего? recovery 2 часа clusters, 15... there's a А, few это new их clusters стрим scattered 2 around часа to increase 15 минут, access to а я с вами уже masteries, почти and, 2 plus часа. +1 projectiles. Yep. That was pretty spicy. Тут последний скилл это какой? Okay. У меня Here's есть a такой question скилл. about the Sab. If Sabo trigger bots trigger Блин, your как оно spells on them, выглядит? do those trigger bots cost mana to trigger? Пурга нет. Or do those spells cost Yeah. mana? Like regular triggering, right? Yeah, it's just like regular Нет, это triggering. The не difference пурга, is это какой-то there are другой two скилл, trigger bots. какой-то They run там. at the enemies like you'd expect. It triggers from both of them, and instead of just purely doubling your damage and moving it onto the enemies, there is this minor damage penalty so that it's not quite, Типа literally заморозки, double что ли, damage, but что still там такое obviously про is a big фрост. boost. Let's Говорилось. talk about a couple other random questions. You mentioned a fair amount of early game changes that changed the racing meta, though this is the sort of thing that affects everyone. So what sort of early game changes can we expect? And by the way, Bex, let's flip something involving support gems. Sorry. Yeah. So we actually have another whole skill gem and 3 support gems that we didn't even talk about in the live stream. It's 1 main skill and 3 supports, right, guys? Snipe, Mana Forged Arrows, Prismatic Burst, Momentum, I think? Yeah. So it's interesting how this happens, really, but we ummed and ahed about what to do Про about скиллы the какие-то они Exile Con races for спрашивают so long, в ранней right? Because we игре. didn't want to just Это... say, oh, look, it's the same Katavi kill as Тем не last менее, time все ago, еще because we get 180 exactly the same race сказывались with в exactly the same Конечно, racers, интересно. and it's just a Просто, repeat of the мне кажется, 2019 просто event. развалились по But at the same стримерам. time, when we looked at other wacky races we could do, they didn't feel like Path of Что Exile. там Like, еще Path of Exile интересного racing есть? is a celebration Вот так. of how quickly can you play through the game without wacky mods involved. And so people, when we asked them what they liked about watching the races at ExileCon, was the fact that the races are doing everything that the normal players are doing just so well. Like, they're just so optimized with their stuff. So we wanted to make sure they were playing true Path of Exile. The problem is true Path of Exile is more or less pretty similar to what it was in 2019. So we said, well, what if the racing strategy is different? What if we just went and improved the early game in a way that doesn't have significant impact on the actual meta of the late game, and just did a whole bunch of tidy up in ways that really affect races? And that way the racers can play 321, which is released in a week. We'll do all the qualifiers during 321, and that's also the version of Path of Exile that's live at ExileCon, because 322 is coming out a couple of weeks after ExileCon. So it perfectly fits a consistent set of balance that we can keep the same for fairness. And so many changes were made, and this involved some pretty radical stuff. Здесь подушечку можно спинку облокотить, можно посидеть, расслабившись немножечко, пока они там болтают о своем, о женском, о скиллах.
I'd recommend reading the patch notes for the full detail, but there are several new gems which do affect endgame builds and that they're now options you have available. The favorite one that I was reading about recently was this cool like semi-active, semi-support gem, which is called Snipe, which in our internal description that has probably been improved since this was written was channel to charge up your bow, gaining stages, release to trigger one linked bow skill for each stage gained, and a few other caveats. Whoa. And so basically you can channel and then release a bunch of bow skills at the same time. So cool stuff like that has come out of this, and yeah, it's, you know, balance changes, there's going to be some nerfs in there, there's going to be some buffs, but they do not have a large impact on endgame Path of Exile. So do, when reading the patch notes, you know, take it with a bit of a grain of salt at the fact this is aimed at the early game. This is interesting because, like, in the past, the idea was talked about of having like some skills that were like the low level ones, and then potentially would transition them out of it. But it's not something that's really true to Path of Exile very often. Like, когда косплей на Джун, блин, я, кстати, вблизи не видела. Она там просто в шлемаке или в чем она там? Или в костюме с капюшоном? А почему на Джун? А, хотел сказать про Дивинию, но Дивинию-то убрали, святилище тоже убрали. Просто надо же было кого-то выбрать. Выберу медведика, который по шахте бегает. Знаешь, можно надеть ростовой костюм медведя и нацепить у него там на поясе, по-моему, баночки. Ну, то есть вот эти вот. Там же есть фонарь, эти динамит, флакончики и флакончики, эти фонарики, фаеры. Вот. Можно еще Катарину. Спасибо тебе. Спасибо, хоть тут же не предложила, а то мне уже предлагали. Медведика тоже неплохая идея. Да-да-да. Я говорю, ростовой костюм бурого медведя надеваешь? Shall I tell a story? Okay, I'm going to tell you a story. Sorry, everyone who's on patch notes. We're getting story time instead. We wanted to nerf all the ascendancies in Ruthless for power reasons. And so не про we looked Ruthless into what that would involve. обсуждают Pretty все quick еще. numeric nerfs. And while doing so, we came up with a whole bunch of new interesting stats. Ну, видимо, And we said, well, we cannot зашла, release these зашел stats in этот just Ruthless, режим, раз right? его 'Cause that would be оставили, crazy. The community не already убрали, had low даже patience for усложнили any Ruthless stuff that we Ruthless. do. Would certainly find it unfair that we gave Ruthless a bunch of new interesting tools alongside a pile of Хардкор. nerfs. So we Жесть said, какая. why don't we change all the ascendancies in the core game to use these new stats as well? Not nerfing them, just making Пока them они like там we've done with болтают. the Подожди, Джун. Pathfinder and the Saboteur here. And so Джун. we started on that. Да не And the plan was to do Джун. about half the ascendancies in Джун. 321. Поя. And then also do all the Ruthless ones at the same time, figuring Джун that's скрытый fair because мастер. there's enough stuff given to the base game. Unfortunately, we didn't Извини, get у to the меня stage where разрез it'd глаз actually не be тот. releasable. Many of those ascendancies were going well, but they weren't quite Безжалостный finished. You know, хардкор the internal в одиночку, feedback ага. was to the point where it felt Слушай, a это у little нее bit like a nerf in some сложный cases, костюм, or ты it felt чего? too much like a buff, or we weren't quite there, and we obviously can't release it in a Я тебе small говорю, я time. могу So только then we had a косплей situation where делать we на really had good минималках, там, Pathfinder and если Saboteur, they're going пионерка, great, просто and all the галстучек Ruthless ones are повязать. sitting there with new stats on. And so we intentionally undid all the Ruthless changes there to Полотенце stop there being an завернешься. outcry, and so that we get more time to sit on it and work out what we're doing in the base game. And so the intention is that we do have stockpiled Зато a смотри на large number of медведик, ascendancy медведик changes какой when we get time to do замечательный. it properly, which hopefully will include many in Волосы в платок 322. закрутишь. And we Ну just have to там work с out волосами politically what we нет do проблем. with Смотри, said какой Ruthless changes, медведик. 'cause I would love to release them. I mean, they're not quite Вообще. ready, like, I'm Подожди, not saying we подожди. want Мне permission чтобы to put them in медведика на 321, but четвереньках, что ли, надо we're at some ползать, я stage не likely поняла. to debut that set of stuff because we do feel the power level of Он, the короче, ascendancies бежит, in у него Ruthless на is too high спине relative to items. прицеплен этот And so, фонарь, и long вот story над ним short, он in answer у to the него. question of when do the other ascendancy classes get some love, the love is half. Косплей And so, дворянку, а yeah, it's дворянка coming. это кто? The political intricacies at play here. Yeah, it's just, Дворянка the problem is поя. like while this expansion ended up with a lot of balance Картинки. changes, and we're not worried about that, there was a time period when we hadn't piled in so many balance changes where it looked like вот half the это, work что went ли? towards Ruthless, and that's not a good look because it's done for Сорян, the я purpose не of the core game. блондинка. It's just if you release it in Ruthless first, you just upset everyone for no reason, and so there's a bit of politics with that, but at the same time, we definitely Подожди, want to make как sure там, that all the players ведьма? feel equally valued. А, оккультистка, господи. Парик на что? Вот, оккультист. Вот.
It has the same cosmetic rewards as the Easy. base game. This is another Или вот case это. here Вот of это trying вот to go for лучше. fairness. You can either earn the Парик cooldown на set что? by playing regular Path of Exile or by playing Ruthless. Какая I don't know картина which is классная easier. There are fewer есть. challenges in Ruthless, but it's Некромантка quite hard какая-то. to do those Не, in не, не, не. Ruthless. Я же вот So, это вот. yeah, it's difficult to say. I recommend working out what your capabilities are and doing it in that mode. And there is a different totem flag. So if you do complete the challenges in Ruthless and in the base game, you technically get 2 hideout totems to show that Да you ты did. оккультистка. Ну, я и говорю. A bunch of people have had a Или chance подожди. to play Ruthless and try it out. Ну There's да, been some вот. discussion of the difficulty and whether it's a fun type of difficulty or rather where it's just slower. Ну, мне это How просто do you feel нравится, она about the initial прикольная. version Смотри, and, какой how костюм. it's played Попытайся out такой and делать. the types of challenge that it offers? Боишься. We really Задолбаешься like it такой internally. делать It костюм. emphasizes how Этот, fun кстати, items попроще can be to будет. find when you're desperately craving upgrades. Like, I get that it's not for everyone. They don't Диоды have to на buy руку it, налепил but it's и an светишь experience синенький. А of ну вот шлемак. Шлемак overcoming похож на scarcity шлемак Гесса and в feeling every upgrade to your в character that we этом, think is a really в valuable ВДО. thing. And what's interesting is some people, when playing it, say, to be honest, Картинка regular классная, мне Path of нравится. Exile, like baseline Я же Path of сказала, Exile that да. a new player Еще раз installs, скажу. could actually be ruthless, and they might have a better time than the Cold overcrowded, very Dot Blade complicated Source Vortex. mainline version that we currently have. Now, we don't plan to make that Милашка change же, where смотри какая. we swap У them нее волосы, around, правда, я you know, just in terms of короткие. what the new player experience Ну people да, get, парик на but что. it is true that if you're sitting someone down for the first Но все time, равно тоже, they get a видишь, bit она more с of a черепушками, с meaningful, костями but and такая. less complicated experience playing in that mode. Не, лучше Having said that, you know, медведика. it's still an experiment, it's still a passion project that we're tinkering away with, but it Which also concept? educates us a lot on the Path of appropriate Exile, balance for Art item mods and Gallery. how, Ну это просто you know, like the fact that Eternal Orbs could come back, for example, is проще a этого realization we made that was actually pretty cool, and looking at the медведика. consequences of the different types of crafting and how they interact has been very instrumental for us. And this is all important because we have to get this stuff right with, Смотри, какую you know, няшку. the upcoming Path of Exile 2 balance, right? We have to make sure the Path of Exile 2 is balanced as a great game from Бля, from the крупно start. покажут его, нет? It's almost like хотят. it's a useful dev tool more than anything in that regard. Yeah, and there's a growing community of people enjoying it, which is why we've Тут got самое крупное. the boss kill race happening in Ruthless. I know that'll be controversial to some players who don't particularly want to play it. Они but they все weren't еще gonna win that обсуждают race anyway, Ruthless. right? Like the people who are going to win that race know why we're putting it in Ruthless. Oh no. Damn. We also don't know if it even is winnable. Like, to emphasize here, Ruthless, Solo Self-Found, Hardcore, both pinnacle bosses. Right? That's hard. Yeah. There's a ticking clock before those ExileCon tickets aren't valid anymore, right? You know, the event. It would take me that entire time to get there, that's for sure. For my own experience, Давайте a lot of the болтайте early быстрее, я game хочу feelings I почтноуты had echoed почитать. what you were talking about Ну with, вы like, чё? Все the хотят почитать changes were почтноуты. very Зачем именно? effective in making you really, like, Ой, feel gear не там. upgrades and think about how you play your character, and those sorts of challenge Тизеры. changes were really effective. А I все, think that запустили, where it fell apart was короче, actually at этот that endgame, where the scarcity, the economy, and the map таймер. drops were 7 so дней, slow 23 that часа. even when I felt ready, I couldn't really До progress обновы. in endgame at a what I felt like it was a reasonable pace. Even dedicating the entirety of my currency supply towards maps. I was still kind of blanking and dropping back down to low white tier maps. And I've seen plenty of people break through this wall, so it's certainly possible, but it is slow and it bears mentioning, I think. How do you feel about like the end game progression there? So we've made some adjustments to this in 321, but we don't want to overshoot the mark. Like, we don't want to just dramatically swing something in a way that makes maps sustain too easy. It is intentional that maintaining the highest maps requires significant economic sacrifice in Ruthless, which, as you say, some people can break through, but it's essentially the case that you almost have to just pay, you Прикольно know, a сказал very такие high руки. price to be Хватит, playing red хватит, maps хватит, repeatedly. хватит, хватит, And хватит, that's хватит, in the right хватит. direction for Ruthless, and we do want it to be a little more accessible than it currently is. So I'm hoping the changes in 321 do help a bit there, but we'll keep nudging it. We just don't Макс, want to предатель accidentally уже get it to спать the ушел. point where everyone's got expectations of Там sitting in red спит уже maps like we do in the сладенько. base game. Аж завидно. All right, so potentially some smaller changes there. Fine-tuning Даже things моя out. болтовня не The мешает. Atlas tree is different in Ruthless. Chat wants to know if we'll be getting gateways there as well. Yep. Cool. Very nice. We have a random eclectic mix of chat questions now. So I'm just going to jump straight into these. I have not seen what they are yet, so let's have a go. A lucky dip. Do we need to equip the weapon to level it in Crucible, or can we use any weapon in our inventory? It has to be equipped, but it can be on your weapon swap. Просто The чата intention пошли. here is that you can't be playing, say, a bow character and have some really high level wand that you're necessarily working on without sacrifice. You are making things for you. And this is also so that
you're guaranteed to be carrying the item around with you. You're not having to sacrifice inventory space for it. There's a bunch of things that went into that decision, but essentially, yeah, stick the item on your weapon swap if it's not the primary one you're currently using. Does that work if the item's disabled? Because you can do some stuff where you like put an Instrumentus on and then equip the item and then take the Instrumentus off and it goes. Если вопросы с чата пошли, значит они уже близки к завершению. Okay. Now chat's just doing the classic Q&A thing where they're spamming melee ? Like there's a question there. You do know that questions involve a few more words than that usually, but you know, maybe that's enough for you to work off. Melee? So in the last expansion, we intentionally introduced a large number of Valve skills and some other melee changes. При улучшении And вещи она so должна быть the надета на intention with себя the melee при Valve слоте во skills was to втором. raise the power level of all of those skills because periodically you get to play them in God mode for a few seconds. And we haven't made as many melee changes in this. Они показывали, что из инвентаря перетаскивали. You know, the other 90% of players also would like balance changes. So we definitely have it on the radar. В смысле, когда разбиваешь алтарь? Ну, это логично, да. Нет, если когда ты алтарь с алтаря улучшаешь, ну, прокачиваешь ветку, тогда да, тогда логично. Да. Не, ну представь, ты бегаешь, и, короче, постоянно у тебя в инвентаре валяется пушка. Просто потому, что тебе ее нужно улучшать. Щит какой-нибудь здоровый у тебя лежит в сундуке, который занимает чуть ли не пол инвентаря. Точнее, в инвентаре лежит. Логично, что одна шмотка на тебе, и вторая, возможно, тоже на тебе. Все. The ones that make sense for it to work will work, but I don't think. Oh, like Master Fletcher, for example, right? It should work. Like, at the end of the day, right? Animated guardians and animated weapons are just, like, entities that get stats, right? Like, if you give an animated weapon +1 arrows or something, it's gonna fire +1 arrows, like a monster would, like the player would. Yeah, but you're giving it a passive that then gives the +1 arrows. Меня киданули на крылышке. Does that imply they have a soul? Oh, it's technically that we're not giving it the passive, we're giving it the stat and we're calling it the passive. Выйди из игры. Думаешь, перезайти надо? Maybe we are giving it. Anyway, we're fine. Окей. It'll work. Do animate guardians have souls? That raises ethical questions. Не, я поняла, я не заходила пока. Oh god, okay. Does things like pack size affect Crucible? I assume map modifiers will in general, right? So here's an interesting one. The items that are shown in the live stream do include pack size on those the rare maps there, and that doesn't affect the So in the in-game area, pack size doesn't exist. In regular maps, pack size does influence the value of the monsters being spawned. Right, okay. Yep, so the bit I was getting at was more of a side point, which is that pack size doesn't exist on the endgame maps that, you know, the Crucible specific ones. The pictures on the live stream do show it. That's because we hadn't removed it at that stage, and this is because it had no way of really juicing up the size of the encounters you're finding there, so we went with quantum rarity instead. With regard to the base game, if you get pack size on your maps, it will increase the value of the Crucible monsters in their encounters, so it is beneficial to have it. Pack size это что? Инвентарь. Once upon a time, GG entertained the idea of permanent skin transfers, just storing an item to create a permanent NTX. Is there any word on this, or has it been abandoned as unfeasible? It's hard, and we haven't done it yet, but it's certainly something that we don't have philosophical problems with. Okay. Больше монстров на карте, больше опыта в оружии. О, прикольно. I'm gonna go log in soon. Yeah, log in? Is that the spam? Play some Crucible. It's still typing melee. Pack size, количество мобов, да. Any changes planned for expedition gear? What's next with Ward? I'm unaware of any changes planned for expedition gear at the moment. Он что, пьет воду из банки? Pretty much a matter of Или мне показалось? in a couple of minutes, and that will answer, and you know, Control F Ward, right? And я как-то в кафешке была, заказала чай малиновый. Мне, короче, принесли, вот она вот выглядела так, но это была банка. Такая вот большая. Такая, и знаешь, такое чувство, как будто тут должно что-то закручиваться. И это, блин, была банка. Слава богу, мне принесли трубочку. Я просто не представляю, чтобы я брала вот эту вот огромную банку и пила из банки.
Все, 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 все. Thanks for watching. F5, 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 почноуты, F5, 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 F5. Ну ты чего? Я рада, что подключение безопасно. На сайт меня переведи, пожалуйста. По-моему, меня не прикрыто, а интернет посылает спать. Да, да, да. Продолжить еще раз. Только тизеры пока что. Да, повис. Бедный. Мне долго очень обновляется. О, показывает, что я подключила... Можно сразу же перейти на меня. Прикольно. Почноуты. 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 Мы ждем почноуты. Сайт упал на английском. Слушай, ты играешь на английском, ты сайт на английском смотришь? Рейд на канал. А, покинуть. Они рейд кинули. Субтрактем. Поднялся? Ну ты, конечно, суров, суров, суров. Думаешь, на английском быстрее покажет? Не знаю. Мне кажется, одновременно везде выложат. Я пока попробую в поиск зайти. Пока у меня тут обновляется. 8 часов в день читаю английскую доку. Блин, я работала тоже с английским. Я понимаю, да, что когда ну, тут хочешь не хочешь английский будешь знать. Я не настолько обширные эти документы или какие-то файлы читала, чтобы я настолько хорошо английский знала. Тем более разговорный. Тем более, когда они так быстро разговаривают, это капец. Нету! Крылья в пути. Они их Почта России, что ли, отправили? Ё-моё. Топазовый флакон. У меня есть топазовый флакон? У меня нет топазового. Нету. Уже разницы не... Выложили. Вот я понимаю, как правильно нужно учить английский. Просто, так сказать, по надобности. Тебе просто выбора нет. Нет, не выложили. На русском еще нет. А где ты увидел? Где? А, все, контент, апдейт. Подожди, может быть, у нас там тоже сползла? Нет. Ну, в смысле, на английском выложили, у нас нет. Блин, прикинь. У тебя такой же 30 числа. Нет у меня, смотри. Home, смотри. 30 марта, 30 марта. Анонс и контент апдейт. Смотри, перехожу на русский. Анонс, тизеры. То есть, видишь, 29... Нету этой новости. Где? Новости. Нету. Все. Прямая трансляция, трейлер, демонстрация контента, анонс, набор поддержки. Все.
Будем читать на английском. А можно еще вот так вот сделать, русский. Так. Контент обновления. Так, новая экономика. Короче, тогда был упор на веселье и контент, а тут на крафт экономику. Так, все присутствует. Так. Новая лига. В лиге испытаний Горнила вы узнаете о древних титанах, которые когда-то сформировали изначальную поверхность Рекласта. Если вы достаточно сильны, вы заработаете способность перековать их силу в свое оружие. Спасибо. Так, горнилы разбросаны по всему Рекласту. Когда вы найдете его, выберите одно из своих оружий и направьте силу древних титанов, чтобы вызвать сложную битву. Чем дольше вы его направляете, тем больше расплавленных монстров сливаются воедино, образуя более грозных противников. То есть, как показывали, когда зажимаешь кнопочку, ты можешь 3 раза апгрейднуть мобов и там вызвать самых мощных и их убить. Так, вы контролируете сложность и награду за эти встречи. Как и в Pass of Exile, ваше оружие теперь можно наполнить собственными мощными деревнями пассивных умений. Это мы поняли. Так. Встречи в кузне Горнила дают вам опыт, который позволяет открывать дерево на оружие и постепенно улучшать его навыки. Вы можете выделить только один навык из каждого уровня, поэтому тщательно выбирайте свой путь через каждое дерево пассивных умений Горнила. Если вам повезет, вы найдете определенные навыки, которые при распределении стоят ценную валюту и уникальные предметы при продаже продавцу. Бабло! Тут есть кнопка бабло. Возрадуйтесь! Финал игры Crucible Горнила происходит в кузнице титанов. Опасной области, хранящей древнюю силу, способность расплавлять оружие, объединяя его пассивное дерево Горнила с древом другого оружия. Этот процесс дает непредсказуемые результаты. Так. Версии 3.21 доступны стандартная, хардкорная, одиночная, самостоятельная, беспощадная лиги испытаний Горнила. Так. Новая лига испытаний Crucible включает в себя набор из 40 новых испытаний и 8 новых испытаний в Ruthless Crucible. Ясно. Так. Эти награды будут раскрыты в следующем выпуске новостей. Короче, потом мы узнаем, что нам будут давать за достижения. Так, новый контент и функции. 9 новых камней умений вал. Отпущение вал, живое оружие вал, арктическая броня вал, господство вал, огненный шторм вал, ледяной выстрел вал, стрела молнии вал, жатва вал и тотем омоложения вал. Ледяной выстрел, похоже, я там увидела. Так, добавлено 3 пары врат атласов дерева пассивных умений атласа. Выделение шлюза атласа позволяет вам разместить подключенный к нему шлюз на другой стороне атласа, а затем любые пассивные навыки атласа, подключенные туда. Добавлен новый камень умения ловкости, снайперский выстрел. Так. Добавлен новый камень поддержки ловкости интеллекта, монофорованные стрелы. Ладно, пустим это. Это нам перевел. Да, это нам перевел браузер. Добавлен новый камень поддержки интеллекта. Призматический взрыв усиливает атаки. Так, ясно. Добавлен новый камень поддержки ловкости, силы, импульс. Добавлено более 10 уникальных предметов. Маловато. Добавлено 5 новых гадальных карт, разработанных нашими сторонниками. Следующая валюта теперь имеется размер стопки 20. Сфера алхимии, сфера ваал, сфера хаоса, зараженная сфера хаоса, жуткая сфера хаоса и сокрытая сфера хаоса.
Предметы теперь сохраняются в магазинах торговцев на нескольких уровнях, так что есть шанс купить их до того, как они исчезнут. Каждый раз, когда повышаете уровень, самые старые предметы удаляются, добавляются новые. Ясно. Вы также теперь можете редко найти редкие предметы у торговцев. Продолжаем постепенно улучшать звук, графику, эффекты и окружение. Фай, ты там что, уснул? Тишина такая. Или ты тоже почноу-то читаешь? Так, обновление лиги. В этом дополнении... Тоже читаешь? Я тебе не мешаю? В этом дополнении мы нацелились на пару лиг Эндшпиля, которые отстали от других лиг на древе Атласа, Разлом и Бездна. Изменения, описанные ниже, должны гарантировать, что вы сможете играть в более широком разнообразии лиг в Эндшпиле, короче, в конце, в эндгейме. Как за счет более легкого доступа к ним, так и за счет того, что Разлом и Бездна теперь выглядят гораздо более современными и конкурентоспособными по сравнению с другим популярным контентом лиги. Ну правильно, Бездну я вообще каждый раз скипала. Ну не нравится, она очень медленно, ты куда-то бежишь и так себе награды там. Ну если тебе, конечно, специально не надо пояс Бездны и эти камушки Бездны. Так. Улучшен темп встреч с Разломом. Да, его ускорили. Так. Вот. Больше мобов к центру разлома будет. И меньше к концу. Сократили продолжительность разломов, чтобы монстры оказывали постоянное давление, и вы могли быстрее приступить к картографированию. Понятно? На количество выпадающих осколков разлома теперь влияет увеличение и уменьшение количества предметов. Я так поняла, эта кванта теперь важна и влияет на осколки разлома. Так, опыт, получаемый за убийство монстров разлома на ваших картах, был уменьшен. Так, осколки были перебалансированы. Так, осколки из боссов уменьшены. Заряженные, обогащенные чистые камни разлома удалены. Существующие предметы будут преобразованы в обычные при входе в систему. Так, ясно. Они, короче, сделали всего 2 вида разломов камней. Так, разлом иксов от Улэша теперь имеет уровень монстров 81, ранее 70. Улнитол имеет 82, раньше 75. Чиюла теперь 83, раньше был 80. Так. Бридж Blessings. Короче, улучшалки для разломов, для карт разломов стали попадаться реже. Так. Вообще тут очень много, я не буду все читать. Тут просто листаешь, и как-то не заканчивается. Вообще ничего не заканчивается. Так. Короче, переделали разломы. Так. Примечательное пассивное умение Атласа «Борьба за власть» больше не приводит к тому, что разломы на ваших картах содержат 2 дополнительных цепленных руки босса разлома. Короче, не увеличивают боссов. Вместо этого теперь разломы на ваших картах имеют 100% повышенный шанс содержать сжатую руку босса разлома. И? Так, ладно. Так, скоробеи, чем круче скоробеи, тем чаще появляются боссы. Вот. Всего лишь 1 разлом добавляют. А самые крутые скоробеи добавляют 2 разлома. Так, предметы разлома тоже переработали. Так, бездна.
Бездонные глубины теперь всегда содержат лича. Так, поскольку частота встречи с личами бездны не изменилась, глубины бездны встречаются реже, чем раньше. Ура! Ура! Теперь на месте бездонной сокровищницы в конце бездны может появиться стигийский шпиль, с которого выпадут все драгоценности и другие предметы, которые вы обычно получаете, а также стигийские тиски. Короче, теперь не обязательно спускаться под землю и не обязательно открывать клад. Так. Бездна только 78 уровня и выше. Карты. Раньше 70 и выше. Так. Увеличилось количество жизни у Уламана, властелина колодца. Так себе звание, знаете ли. Так, переделали уникальные предметы бездны. Также, как в стиле разлома, переделали скоробеев. Так, изменение атласа. В атлас снова добавлены следующие карты. А мне вопрос, который вот в русском виде, вот тут... это, наверное, базар. А, нет, базар это другое. В атлас добавлены такие-то такие карты, были удалены из атла. Клетка, туша, канал, здание суда, сумрачный лес, пустыня, устье, гетто. Как это интересно в русском, настоящем по-русски виде оно звучит. Гетто, то есть браузер перевел как гетто. Кладбище, слава богу, не люблю кладбище. Так, добавили засушливое озеро. То есть для меня будут какие-то новые карты. То есть, кстати, написано, снова добавлено. Значит, они уже были. Гетто. Есть такая карта? Слава богу, не убрали ущелье. Мавзолей, плато, полуостров, гробница, паучий лес, паучье логово, затонувший город и вилла. Город, подожди, а там древний город. Древний город убрали. Слава богу! Они убрали древний город. Ненавижу эту карту. Хуй, что случилось? Все, пошла. Не дают мне крылышки. Так. Уровни карты локации были перетасованы. Некоторые из боссов карты, которые вам нужно победить, чтобы улучшить свой пантеон, изменились в результате этих изменений атласа. Ладно. Рецепты крафта, которые ранее были разблокированы на картах, удаленных из атласа, теперь можно найти на других картах, которые в настоящее время находятся в атласе. Некоторые кадальные карты нашли новый дом в результате этих изменений атласа. Надменность вал на карте пирамиды вал, нарушенное обещание на основной карте, не знаю, что значит. Immortal Resolve теперь можно найти на карте Crystal Ore. Кристальное ядро, что? Крепкого боевого мага, доктора заклинаний ведьмы теперь можно найти на картах Гнилого монастыря, гробницы, пустыни и фантасмагории. Коре. Ясно. Проводник, вундеркинд и сефирот теперь можно найти на карте резиденции. Запоминаем карты Гнилого монастыря, гробницы, пустыни, фантасмагории, резиденции. Свадебный подарок теперь можно найти на карте заросших руин. Так себе тоже карта. Изменение эндшпиля, я так понимаю, эндгейма. Добавлен ряд новых модификаторов осквернения, которые можно применить к картам, журналам, биомам, выкапывания и контрактам ограблений. Модификаторы заставляют монстров наносить дополнительный физический урон в виде хаоса и заставляют монстров вызывать иссушение на 2 секунды при нанесении удара. Новые моды, короче, на карту. Модификатор жуткого алтаря, снижающий скорость перезарядки заряд энергии, был заменен модификатором
уменьшающее множество количества ударов зарядной энергии. Так. Пассивное умение Атласа. Количество предметов больше не обеспечивает 3% увеличение количества предметов, найденных в горниле Мейвен. Угу. Переделали. Предоставляет последний босс карты. На каждой карте имеет повышенный 8% шанс получить приглашение знатока. Количество Crescent Splinters. Я так понимаю, это серповидных осколков, да? А, нет. Не-не-не, Crescent Splinters, другое. По дефолту крестов будет больше падать. Угу. Угу. Поняла. Вариант создания... Кусочки, да, я поняла, что я неправильно поняла. Наоборот, это чтобы на Мейвен пройти. Угу. А, правильно, да. Серповидные осколки. Сейчас. Давай, заходи. Ты зайдешь, другая игра. Это вот эти, да? Блин. Вот эти. Кража-то будет ролять. Шмоточки там будут спавниться покруче. Так. Подожди, не это. Так. Вариант создания урожая, который применяет чары к нему. Так. Вариант создания урожая, который применяет чары к неуникальной карте, заставляя ее не потреблять заряды секстанта, был заменен чарами для неуникальных карт, которые дают 50% шанса не потреблять использование секстанта. То есть те, кто юзали вот эту вот фишку, ну, теперь это будет шансово. Награды. Так. Не будет кража ролять. Так. Балансов тиран больше нельзя получить из реликвария Voidborn. Гадальная карта Жизни Бард снова активна. Теперь называется Ржавый Бард. Теперь дает 4 полученных мифических сферы. Спасибо, что сообщили. Так. Раньше у некоторых умений было только 4 варианта. Это уже про мастерство пассивки, короче, на дереве. Так, было 4 варианта, поэтому мы постарались увеличить количество вариантов до 6. Добавили новые типы мастерства. Оглушение, восстановление. Так. Мастерство точности, доспехов. Так вот, они, короче, сделали по 6. Я поняла. Ой, тут их много. Много. Удаленные мастерства. Ладно. Так, изменение кластера дерева пассивных умений. Добавили кластеры. Кластер атаки, кластер лука, холодное скопление. К северо-востоку от стартовой локации ведьмы добавлен новый кластер объятия зимы, ледниковая клетка. Так. Теперь уже немножко более внимательно надо будет делать пургу, потому что немножко... Блин, значимое пассивное умение дыханения больше не дает 50% усиления эффекта холодных состояний. Вместо этого он имеет 50% увеличение длительности состояния холода.
чуть-чуть подрезали пассивки. Раньше по 6 давали. Но тут есть, которые к множителю постепенного урона одна пассивка. Ну, была 5, стало 6. Подрезали. Блин, немножечко местами подрезали. Ну, это навыки на холод. Так, остальные я не знаю. Я не знаю. Боевые кличи. Так, измени восхождение. Так. Проходя класс восхождения, определить 2, над которым нужно поработать. Диверсант и следопыт. Изменены, короче. Они очень сильно изменены. Очень много всего. Так, изменения в начале игры. Новые самоцветы. 3 новых камня поддержки. Выдается в первом акте, дополняет раннюю игру некоторых архетипов. Также знакомит игроков с интересными механиками пассов Exile на раннем этапе. Так. Отдельная версия камня навыка снайперской стрельбы. Так. Призматический взрыв. Для рейнджера. Это все. Рейнджер дворянка. Тамплиер, мародер, дуэлянт. Ясно. Так. Был внесен ряд конкретных изменений. Так, в навыки приобретен в начале игры, чтобы выровнять игровое поле между вариантами прокачки. Так. Так, тут все подрезано, что-то там улучшено, что-то подрезано. Так. Натиск поменяли. Атака и прокачка на основе лука тоже что-то поменяли. Я не разбираюсь, поэтому я не буду читать все. Скипетры. Изменили, уменьшили базовый физический урон у скипетра и количество атак в секунду, потому что они, видите ли, ориентированы на магов, а не на физиков. Так. Изменение рецептов в рецептах вант и вендор. Короче, у торгашей изменили... рецепт продавца, дающий фиксированный урон от стихии заклинаний, больше не существует. Так. Изменили неявные свойства многих жезлов. Чародейский всплеск. Скорость сотворения заклинаний дает вместо большего урона от заклинаний. Баланс игрока. Оглушение врагов стало слишком тривиальной задачей из-за того количества урона, которое регулярно наносят большинство игроков. Мы усложнили оглушение врагов ударами почти для всех умений. Спасибо. Расплавленный панцирь в настоящее время превосходит другие навыки стражи без особых положений. Мы уменьшили количество урона, который может выдержать положительный эффект расплавленного панциря, чтобы привести этот навык в соответствие с другими навыками стража. Сволочи! А это мой основной щит, который я, по-моему, юзаю. Да. Выживать я теперь буду хуже. Придется другой какой-то щит искать. Спасибо. Так. Баф может принимать урон 10% вашей брони, максимум до 5000. Раньше было 20%, максимум до 10 000. А вал вместо 30 теперь 20%. Замечательно.
Так. Так, какие-то там пассивки. Срезали. Порчу. Пассивка. Тотемы, созданные игроками, теперь уничтожаются после смерти у игрока. Так, баланс предметов. Ну, совсем чуть-чуть. Баланс монстров. Шансы выпадения уникальных предметов для Катарины, победительницы нежити, были перебалансированы. Так, вестники китовые. На арене боссов лавозеров теперь появляются как магические, а не как редкие. Проклятие, наложенное на некроманта, больше не снимается после их смерти. Безжалостное изменение. Так, это Руфлес. Вечные сферы были добавлены в основном пул добычи в Руфлес. Но это специально для них. Камни пустоты теперь улучшают карты в Руфлес, хотя количество уровней, на которые они улучшают карты, меньше, чем в основной игре. Так. Модификация Лиги Кирака. Так, так, так. Удача благосклонна к смелым. Стоимость 3 сферы хаоса. Один из этих вариантов будет применен случайным образом, включая те, которые вы еще не разблокированы. Это которые в машине, да, юзаются? Метаморф, ограбление, экспедиция, урожай, бездна, эссенция. Это вот эти, да? Которые на машине. Фар, ты еще тут? Ты еще тут? Или ты уже спишь? Это же про вот это? Да, речь? Написано, модификации Лиги Кирака, доступная в обновлении 3.21. Удача благосклонна к смелым. Один из этих вариантов будет применен случайным образом, включая те, которые вы... Вот, бездна. Стоимость 2 хаоса. В области можно найти дополнительную бездну. Эссенция. В области можно найти дополнительные сущности 3. Засада. Можно дополнительные сейфы 4. Да? Про это, да? Ой, это хорошо. Метаморфа. А тут анархия, господство, разлом, предвестник, делириум. Ну, тут хоть что-то еще добавят. Задание. Просто, ну, тут больше ничего такого нет. Купить, продать. Так. И экспедицию можно будет бафать. И рощу. Прикольно. Так. Интерфейс. Фильтр предметов. Исправление ошибок. А где ты увидел про кражу? Ну, то есть, как бы все. Я не нашла ничего про кражу. Новые самоцветы. Пассивки, следопыт, диверсант. Кластер, боевые кличи, кластеры. Кражи вещи больше не будут иметь шанс больше сокетов, чем при обычном дропе. Чё? Больше сокетов, чем при обычном дропе. Вообще ничего не нашла про кражу. Мастерство. Изменения. Ну, где-то вот здесь, наверное. Да? Бездна.
Разлом. Я разлом много читала. Да. Я же говорю, что я с расплавленным панцирем бегаю. Придется какое-то другое находить. Какой-то другой щит для меня. Не, просто хочу посмотреть. На русском-то появилось. А, вот, появилась. Переработка лиг. Разлом бездна. Вот, все, вот, по-нормальному написано. А не с помощью перевода этого браузера. Все в шерсти. А, все, я вижу. Копии уникальных предметов в больших ограблениях больше не имеют повышенного шанса выпасть большим количеством гнезд или связей. Я просто, знаешь, такое внимание особо не обратила. Короче, мне будет чуть сложнее, потому что тут кластеры, ну, короче, эти... Где там эти кластеры? Кластеры, группы холода. Вот. Добавили новую группу умений. Увеличение длительности заморозки, увеличение урона, если вы недавно разбили врага. Так. Враги постоянно, ну, вот добавили, да? Но при этом к множителю постепенного урона уменьшили. Тут вот одно только улучшили пассивку. На холод. Так, усиление эффекта охлаждения. Тут вместо усиления эффекта состояния холода длительное состояние холода. То есть, ну если вот увеличенный урон за каждую секунду наложенного вашего охлаждения, окей, это хорошо, если вот это вот взять. Потом множитель постепенного урона от холода было 6, тут 5 теперь. Больше не дарует увеличение длительности состояния холода, усиление эффектов состояния холода. Теперь имеет свойство. Враги после разморозки получают охлаждение, снижающее скорость их действия на 30%. Ну, блин. Ну, ладно, посмотрим. Короче. Щит придется менять. Но я, в принципе, без него как-то какое-то время бегала. Захотела с алкашкой поиграть. Терпи неделю. Подожди, ты же вроде начинал. Или это Макс начинал? Кто начинал? Ты начинал алкашкой. Беги, играй. Да? Мне не очень переделали. Вообще, на самом деле, обновление не такое уж и большое. Если я смогла прочитать его за сколько? Сколько мы тут сидим? Минут 20, наверное, сидим, читаем. За 20 минут я прочитала все обновление. Почти. Учитывая, что некоторые вещи я не это... О, подожди. Мастерство уклонения энергощита. А, нет. Подожди. Энергощит. Меньше получаю физического урона при полном энергощите. Это новое. Подожди, я пропустила. Стихии. Мастерство. Так. Новое. Получаем урон хаоса, не обходит энергетический щит. Подожди. 30%. Подожди. Нет, все равно нужно сделать по-нормальному. Так, пошел спать и ладушки. Да, я тоже сейчас пойду спать. Спокойной ночи. Ошибка авторизации. Господи, у меня YouTube отвалился. Нет, блин, скажу, все. Сиди со мной до конца. До утра, до 5 утра.
Конечно, спокойной ночи. Я тоже сейчас заканчиваю, потому что тоже спать охота. Так. Да, я тоже сижу, сплю. Взаимно, спокойной ночи. Всем спасибо, кто сегодня заглянул. Всем спасибо, кто отсидел с нами до 12 ночи. Увидимся с вами на следующей неделе. Залетим сразу же в лигу, в новую. Так что ждите стрим в следующую пятницу. Поиграем в пятницу, в субботу и воскресенье. То есть у меня план сразу же 3 дня стрима. То есть вечер немножечко и еще 2 дня стрима. Вот. Спасибо, что заглянули. Поставили лайки. Приходите еще. Встретимся на следующей неделе. Всем спокойной ночи, хороших выходных.